Хорошо. Добро пожаловать обратно в веб-программирование на Python и JavaScript. И сегодня мы обращаем наше внимание на второй из основных языков программирования, которые мы будем рассматривать в этом классе, в частности на JavaScript. И чтобы понять, почему JavaScript действительно полезен, давайте вернемся назад и еще раз рассмотрим эту диаграмму того, как обычно будет выглядеть общение через интернет. Часто у нас есть пользователь, иначе известный как клиент, использующий свой компьютер в своем веб-браузере, будь то Chrome, Safari или какой-либо другой веб-браузер, который отправляет HTTP-запрос, веб-запрос, на какой-то веб-сервер. Этот сервер затем обрабатывает этот запрос, а затем возвращает какой-то ответ, который возвращается клиенту. На данный момент это весь код, который мы написали. Код веб-приложения Python, работающий, например, в веб-приложении Django, весь был кодом, который выполняется на каком-то сервере. Код, который прослушивает запросы, выполняет некоторые вычисления для обработки этого запроса, а затем генерирует какой-то ответ, обычно в виде HTML-шаблона, который мы затем отправляем обратно клиенту. Что JavaScript позволит нам сделать, так это начать писать клиентский код. JavaScript позволит нам писать код, который фактически выполняется внутри веб-браузера пользователя на клиенте. И это может быть полезно по целому ряду причин. Во-первых, если мы хотим выполнить какие-то вычисления, но для этого нам не нужно выходить на сервер. Мы можем выполнить вычисления потенциально быстрее, просто запустив код исключительно на клиенте. И в дополнение к этому мы можем начать делать наши веб-страницы намного более интерактивными. JavaScript даст нам возможность напрямую манипулировать DOM, где опять же DOM — это объектная модель документа. Древовидная иерархия, представляющая веб-страницу, на которую случайно смотрит пользователь. Таким образом, JavaScript позволит нам писать код, который напрямую манипулирует содержимым веб-страницы, и очень скоро мы увидим, насколько это может быть эффективно. Так как же нам тогда использовать JavaScript внутри веб-страницы, чтобы добавить некоторый код, добавить некоторую программную логику на веб-страницу? Ну, до сих пор мы уже видели HTML, язык, который мы используем для описания структуры веб-страницы, где HTML-страница просто описывает структуру страницы в терминах вложенных тегов. У нас были эти теги заголовка в верхней части страницы, теги тела, которые описывают структуру страницы, а затем дополнительные теги, которые могли быть вложены в них. А для того, чтобы добавить JavaScript на веб-страницу, это так же просто, как включить некоторые теги скрипта, которые часто расположены внутри самой HTML-страницы. Когда мы используем эти теги сценариев, мы сообщаем браузеру, что все, что находится между этими тегами сценариев, должно интерпретироваться в данном случае как код JavaScript, который затем будет выполняться веб-браузером. Так что наша самая первая программа, например, может выглядеть просто как строка кода внутри тегов скрипта. Что-то вроде этого, где alert, например, это имя функции, которая будет выдавать предупреждение. И тогда точно так же, как в случае с функциями в Python, функции в JavaScript могут принимать аргументы. Так что между этими круглыми скобками у нас есть аргумент, что-то вроде строки Hello World, текст, который мы хотели бы отобразить пользователю. Так что давай попробуем и посмотрим, как мы можем на самом деле использовать этот код для написания JavaScript, который будет запускаться внутри веб-браузера пользователя. Я пойду дальше и создам новый файл, который мы назовем hello.html. И внутри него я включу ту же базовую HTML-структуру, которую мы уже видели раньше, где у меня есть раздел заголовка, в котором есть заголовок, а затем тело, которое, возможно, просто говорит «привет», например. А теперь я хотел бы добавить немного JavaScript на эту веб-страницу. Поэтому в разделе «Заголовок моей веб-страницы» я собираюсь добавить тег сценария, где между этими тегами сценариев теперь я могу написать код JavaScript. Код, который будет написан на JavaScript, который будет запускаться внутри веб-браузера, когда пользователь фактически откроет это пейдж. А пока я просто скажу «тревога», а потом «Привет, мир». Оказывается, в JavaScript для представления строк можно использовать как одинарные, так и двойные кавычки. Я обычно использую здесь одинарные кавычки просто по соглашению. Итак, здесь я запускаю функцию под названием alert, которая будет отображать пользователю предупреждение, что-то вроде «Привет, мир». И это будет внутри тегов скрипта этой HTML-страницы. Так что теперь, если я действительно захочу открыть страницу, я могу открыть hello.html, или вы можете просто посетить ее в своем веб-браузере, будь то Chrome или что-то еще. А теперь в верхней части страницы ты заметишь, что я получаю небольшое предупреждение, какое-то взаимодействие, где говорится, что на этой странице написано «Привет, мир». И это дает мне возможность нажать кнопку, например, «Привет» или «Ок», которая будет скажи «Хорошо, отмени тревогу прямо сейчас». А это наш самый первый пример JavaScript. У нас есть функция alert, встроенная в JavaScript для нашего веб-браузера. И наш веб-браузер знает,
знает, что когда мы вызываем функцию оповещения, браузер должен отображать предупреждающее сообщение, которое выглядит примерно так. И если я нажму кнопку «Ок», чтобы отменить предупреждение, тогда мы продолжим и вернем исходную страницу, которая была у меня с самого начала. И теперь мы можем начать представлять, что, используя эту возможность программного отображения предупреждений, мы можем добавлять дополнительные функции в наше приложение. И одна большая область, где JavaScript может быть довольно мощным, это программирование, управляемое событиями. А суть программирования, управляемого событиями, заключается в том, чтобы думать о вещах, происходящих в интернете, с точки зрения происходящих событий. Назови несколько примеров событий. События — это такие вещи, как пользователь нажимает на кнопку, или пользователь выбирает что-то из раскрывающегося списка, или пользователь прокручивает список или отправляет форму. Все, что делает пользователь, как правило, можно рассматривать как событие. И что мы можем сделать с JavaScript, так это добавить прослушиватели событий или обработчики событий, которые говорят, когда происходит событие. Продолжайте и запустите этот конкретный блок кода или эту функцию, например. И используя это, мы можем начать позволять нашему JavaScript-коду реагировать на то, как пользователь на самом деле взаимодействует с нашей веб-страницей. Скажем, когда пользователь нажимает на кнопку, я хотел бы запустить эту конкретную функцию JavaScript, например. Так что давай попробуем. Я пойду дальше. И теперь вместо того, чтобы просто сказать «Привет, мир», позволь мне поместить это предупреждение внутрь функции. А чтобы создать функцию на JavaScript, ты просто используешь ключевое слово function, за которым следует название функции. Я назову функцию hello, например, а затем в скобках любые входные данные, которые принимает эта функция. Эта функция hello не будет принимать никаких входных данных, поэтому я просто использую пустой набор круглых скобок. А затем внутри фигурных скобок я включаю любой код, который я хочу запустить в этой функции. И вот что я сейчас сделал, так это создал функцию под названием hello. А затем внутри фигурных скобок я определил тело функции. Какой код должен выполняться, когда я запускаю функцию hello? И что должна делать функция hello, так это выводить предупреждение, в данном случае с надписью «Привет, мир». Теперь я хотел бы запустить эту функцию, когда что-то происходит на странице, например, когда пользователь нажимает на кнопку. Так что для этого первое, что мне нужно будет сделать, это создать кнопку. Поэтому я добавлю кнопку с простой надписью «Нажмите здесь», например. Так что теперь, если я обновлю эту страницу, я увижу, что у меня есть «Привет», а также у меня есть эта кнопка с надписью «Нажмите здесь». Но когда я нажимаю здесь, как будто ничего не происходит. Я нажимаю на кнопку «Нажмите здесь», но это ничего не меняет, потому что я еще не сказал, что должно произойти, когда пользователь нажмет на эту кнопку. И поэтому один из способов, которым мы могли бы это сделать, добавить атрибут к этому HTML-элементу, называемому onClick. Что это будет делать? Так это добавлять обработчик onClick к этой кнопке. В нем будет сказано, что должно произойти, когда пользователь нажмет на эту кнопку. И я собираюсь установить атрибут onClick равным запуску функции hello. И для того, чтобы запустить функцию в JavaScript, точно так же, как вы запустили функцию с Python, вы используете имя функции, за которым следует набор скобок, чтобы сказать «продолжайте» и фактически запустите эту функцию. Использование этих скобок вызывает функцию. Другими словами, для запуска функции. И тот факт, что между скобками ничего нет, означает, что мы ничего не предоставляем в качестве входных данных для функции hello. Хотя если бы функция hello действительно принимала входные данные, мы, конечно, могли бы добавить это между скобками. Так что теперь я связал две части этой страницы вместе. У меня есть кнопка с надписью «Нажми здесь». И я добавил обработчик кликов, который говорит, что когда ты нажимаешь на кнопку, ты должен запустить функцию приветствия. А затем выше я определил функцию приветствия, чтобы сказать, что должна делать функция приветствия. Когда функция будет вызвана, мы выведем предупреждение, в данном случае с надписью «Привет, мир». Так что теперь мы должны иметь возможность обновить страницу. Мы по-прежнему видим одно и то же, по крайней мере в начале, где просто написано «Привет» и кнопка, которая говорит мне нажать здесь. Но теперь, если я пойду дальше и нажму на кнопку с надписью «Нажмите здесь», что же, тогда я получу предупреждение, в котором говорится, что на этой странице написано «Привет, мир». Я могу нажать «Ок». И этот обработчик событий всегда будет работать. Я нажимаю на кнопку еще раз, и я получаю предупреждение во второй раз. Потому что каждый раз, когда я нажимаю на кнопку, она снова вызывает функцию приветствия. И когда функция приветствия запускается, она выводит именно это предупреждение. Так что теперь это, похоже, дает нам изрядную мощность. И так же, как и в других языках программирования, таких как Python или других языках, с которыми вы, возможно, работали, JavaScript обладает всеми этими же типами языковых функций. До сих пор мы видели типы данных, такие как строка. Но у нас есть и другие типы данных, которые мы скоро рассмотрим. Мы видели функции, некоторые функции, встроенные в JavaScript, такие как функция оповещения, и другие функции, которые мы можем написать для себя, такие функции как hello. Но у нас также есть возможность включать такие вещи, как переменные внутрь нашей программы. Так на что же это может быть похоже? Я пойду дальше и создам новый файл, который мы назовем count.html. И в count будет немного похожий код на hello. Так что я просто скопирую его прямо сейчас. Но я уберу раздел сценария, изменю название с «Привет» на счетчик. А теперь внутри я избавлюсь от кнопки.
Или на самом деле я оставлю кнопку себе. Но вместо того, чтобы сказать «нажми здесь», на кнопке будет написано «считай». Я бы хотел создать программу, которая просто считает для меня от 0 до 1, 2, 3, 4 и так далее и тому подобное. И теперь, чтобы сделать это, чтобы иметь какой-то способ многократного подсчета 0, 1, 2, 3, 4, 5, мне понадобится какая-то переменная внутри моей программы. Что-то, что отслеживает данные, например, число, которое я в настоящее время досчитал до. Так что для того, чтобы сделать это в JavaScript, я могу сказать что-то вроде «пусть счетчик равен нулю». Именно так в JavaScript я определяю новую переменную. Я сначала скажу let count, то есть пусть будет новая переменная, называемая count. И я собираюсь изначально установить значение count равным нулю. И теперь, когда я нажимаю на кнопку вместо того, чтобы запускать функцию приветствия, я собираюсь запустить функцию подсчета, которая еще не существует, но сейчас я ее напишу. Я определю функцию, которая называется count. И что будет делать функция count? Так это первое увеличение значения счетчика. И я мог бы это сделать несколькими способами. Один из них состоит в том, чтобы сказать, что счетчик равен счетчику плюс 1, чтобы сказать, продолжайте и сбросьте значение счетчика на любое значение счетчика плюс 1. И для этого есть пара сокращенных обозначений. Я мог бы равнозначно сказать счетчик плюс равен единице, чтобы сказать добавить единицу к счетчику. Или в случае добавления единицы JavaScript, так же как и такие языки, как C, если вы видели их раньше, поддерживают такую нотацию. Счетчик плюс плюс, что просто означает взять значение счетчика и увеличить его, добавить к нему единицу. Так что я добавлю единицу к значению счетчика, а затем я просто выведу предупреждение, в котором будет указано текущее значение счетчика. И поэтому я увеличил значение счетчика, а затем вывел предупреждение, которое показывает мне, что содержится внутри счетчика. Итак, теперь, если я пойду дальше и не перейду к Hello HTML о контратаке. Вместо этого HTML я теперь вижу, что все еще вижу кнопку с надписью Count. И если я нажму на эту кнопку, я получу предупреждение, в котором на этот раз будет написано 1. Мы увеличили значение счетчика с 0 до единицы. Теперь в предупреждении написано 1, и я могу нажать ОК. Если я нажму считать еще раз, счет теперь пойдет на 2. Я нажимаю ОК, снова нажимаю считать, счет идет на 3. И каждый раз, когда я нажимаю считать, это увеличивает значение счетчика переменных внутри моей веб-страницы JavaScript. А затем выводит предупреждение, которое будет содержать значение этой переменной. Итак, используя оповещение сейчас, мы можем манипулировать. Мы можем внутри функции манипулировать значениями переменных, а затем отображать оповещения, которые показывают содержимое этих переменных. Но в конечном счете, когда пользователи взаимодействуют со страницей, это будет довольно раздражающе, если единственный способ взаимодействия с пользователем — это отображение этих предупреждений, что эквивалентно распечатке чего-то. За исключением того, что вместо печати на терминале мы печатаем это с помощью предупреждения, и это появляется на экране. Что было бы интереснее, мощнее и гораздо полезнее в контексте веб-страницы, так это если бы мы могли программно обновить веб-сайт. Изменить что-то в веб-странице, которую на самом деле видит пользователь, изменив контент, который оказывается на странице. Оказывается, JavaScript позволит нам сделать и это, потому что JavaScript позволяет нам манипулировать DOM, объектной моделью документа, которая представляет все элементы, оказавшиеся на этой странице. Для этого давай продолжим и вернемся к привет. HTML. Это опять же была веб-страница, которая просто сказала «привет» и дала мне кнопку, где если я нажму на эту кнопку, появится предупреждение с надписью «Привет, мир». Теперь я хотел бы сделать так. Вместо того, чтобы функция «Привет» выводила предупреждение, я бы хотел, чтобы она манипулировала чем-то на странице. А чем я мог бы манипулировать? Внутри тела страницы у меня есть этот заголовок. Этот заголовок, который просто говорит «Привет», например, который находится внутри элемента h1. И что я мог бы сделать? Так это на самом деле изменить этот элемент. Как я могу это сделать? Оказывается, в JavaScript у нас есть доступ к функции, называемой Document Query Selector. А какой документ? Query Selector собирается сделать это, он даст нам возможность просматривать HTML-страницу и извлекать элемент из этой страницы, чтобы мы могли манипулировать этим HTML-элементом с помощью кода JavaScript. И поэтому, если я захочу выделить как h1 элемент, я могу сказать документ. Выбор запросов. А затем в качестве аргумента ввести данные в документ. Выбор запросов я скажу h1, то есть пройдусь по странице, найду мне элементы h1. А селектор запросов вернет только один элемент. Так что если их несколько, он вернет первое найденное. Но здесь у нас только один элемент h1, так что все в порядке. Я хочу сказать, просмотрите этот документ, попробуйте найти элемент h1. И когда вы это сделаете, я бы хотел манипулировать им. И я хотел бы манипулировать этим так, чтобы точка внутри HTML равнялась, скажем, прощай, например.
Итак, хорошо, что здесь происходит. Ну, прямо сейчас изначально, когда мы впервые загружаем страницу, у нас есть буква N, большой заголовок вверху, который просто говорит «Привет». А теперь, когда вызывается эта функция hello, которая вызывается при нажатии на эту кнопку, потому что у нее есть атрибут unclick равный hello, вызывается функция hello. Что будет делать функция приветствия, так это говорить документ. Селектор запросов h1. Найди мне элемент h1. Это вернет этот элемент прямо здесь, представление JavaScript этого HTML-элемента, который является просто элементом HTML, внутри которого говорит «Привет». И если я захочу изменить этот HTML, я могу сделать это, изменив внутреннее свойство HTML элемента JavaScript. Для того, чтобы обновить свойство чего-либо в JavaScript, мы обычно будем использовать эту точечную нотацию, где точка обращается к свойству какого-либо конкретного объекта. И вот у меня есть этот элемент, этот H, и сказать точка внутри HTML означает взять этот элемент и получить доступ к его внутреннему свойству HTML, некоторому свойству этого объекта. И я хотел бы обновить его внутренний HTML-код, чтобы в этом случае было слово «прощай», за которым следует восклицательный знак, например. Итак, теперь мы увидим, что когда мы запустим эту страницу, когда мы откроем эту страницу, например, открыв «Привет» HTML, я все еще вижу букву H, которая говорит «Привет». Я все еще вижу кнопку с надписью «Нажмите здесь». Но теперь, когда я на самом деле нажимаю на кнопку «Нажмите здесь», вы увидите, что «Привет» меняется на «До свидания». Мы запустили код JavaScript, который находит элемент H1 на странице и манипулирует им, изменяя его на что-то другое, чем это было изначально. Теперь каждый раз, когда я нажимаю здесь, больше ничего не происходит, потому что каждый раз, когда я нажимаю здесь, он будет находить один и тот же H. И он обновит свой HTML, изменив его с «Привет» на «Прощай». Так что, может быть, чего бы мне тогда действительно хотелось, так это возможности переключаться туда-сюда. Переключаться между «Привет» и «До свидания», а не просто переключаться с одного на что-то другое. Каждый раз, когда я нажимаю на кнопку, я бы хотел, чтобы она чередовалась туда-сюда. И есть несколько способов, которыми ты можешь себе это представить. Но один из способов – воспользоваться благоприятными условиями. Во многом так же, как в таком языке, как Python, есть условия «если и еще», в JavaScript есть «если и еще», которые позволяют нам описывать условия таким образом, что мы можем запускать определенные блоки кода только тогда, когда конкретное логическое выражение истина, например. Так на что же это будет похоже? Давай продолжим и скажем, что внутри этой функции приветствия я могу задать вопрос. Если хочешь. Внутренний HTML-код querySelector h равен hello, тогда мы установим для него значение goodbye. И еще тогда продолжайте и обновите внутренний HTML этого элемента h1. Продолжайте и установите вместо него значение hello. Так что же делает эта функция hello? Теперь она стала немного более сложной. Теперь в ней есть условие, при котором я говорю if, ключевое слово if, за которым следует в скобках условие, которое я хочу проверить, то, что я хочу увидеть, правда это или нет. И то, что я проверяю, так это то, что это так. Позволь мне запустить документ. Селектор запросов h1, который опять же просматривает страницу, находит мне тег h1 и получает этот элемент для меня. Если я посмотрю на этот внутренний HTML-код, если он равен hello, значит я хочу что-то сделать. И этот тройной знак равенства здесь – это способ JavaScript проверить строгое равенство, убедиться, что два значения равны, а также в том, что их типы совпадают. Если это струна, то это тоже должна быть струна. Оказывается, в JavaScript есть и более слабый способ проверки на равенство, который просто использует два знака равенства. И это позволит проверить, совпадают ли значения, но допускает небольшие различия в типе. Эти две вещи могут иметь разные типы, но до тех пор, пока они в основном имеют одинаковое значение, двойной знак равенства, как правило, может оказаться верным. Обычно, если ты можешь, тебе нужно использовать этот тройной знак равенства, строгое равенство, чтобы убедиться, что не только типы одинаковы, но и значения одинаковы. И тройной знак равенства проверит обе эти вещи. Так что если я продолжу и найду элемент h1, а его внутренний HTML-код – это слово «привет», мы затем продолжим и найдем элемент h1. И обновим его внутренний HTML, установив его равным «до свидания», например. И еще иди вперед и найди тот же самый элемент h1, обнови его внутренний HTML-код, установи его равным hello. И опять же точно так же, как в функциях, где мы используем эти фигурные скобки, чтобы заключить тело функции. Все строки кода, которые находятся внутри функции, JavaScript делает то же самое. Это внутри условия, когда мы хотим выразить, что это находится внутри тела условия if. Я могу использовать фигурные скобки, чтобы сказать, например, это строка кода и та строка кода, которая находится внутри выражения if или внутри выражения else.
Так что давай попробуем это прямо сейчас. Я могу пойти дальше и открыть «Привет». HTML, обнови его. В данный момент он говорит «Привет» с помощью кнопки с надписью «Нажмите здесь». И теперь, когда я нажимаю здесь, «Привет» меняется на «До свидания». А когда я нажимаю здесь снова, «До свидания» снова меняется на «Привет». И каждый раз, когда я нажимаю на кнопку, она будет чередоваться между «Привет» и «До свидания», потому что мы либо попадаем в выражение «если», либо попадаем в выражение «еще». Есть пара мест, где ты можешь посмотреть на это и заметить, что, возможно, это не так эффективно, как потенциально мог бы быть этот код. И вспоминая об этом каждый раз, когда мы запускаем документ, селектор запросов, чтобы сказать «Продолжай и попробуй найти для меня определенный HTML-элемент», будет просматривать эту страницу, пытаясь найти нужный элемент. И получается, что прямо сейчас у нас есть 3 отдельных вызова селектора запросов, хотя только 2 из них когда-либо будут выполняться в любом конкретном экземпляре функции. Но мы называем это документом. Селектор запросов, затем мы снова вызываем его внутри выражения if. Мы, вероятно, сможем улучшить дизайн этой страницы, разложив это на множители, просто один раз поискав элемента h1, а затем манипулируя им и проверяя его с помощью того элемента, который мы нашли. И для этого мы можем сохранить элемент внутри переменной. Точно так же, как переменная может хранить число, например, счетчик, или строку, например, hello world. Она также может хранить другие значения, такие как HTML-элемент, который мы получаем из документа. Селектор запросов. Так что я мог бы сказать что-то вроде «пусть заголовок», где заголовок — это просто имя переменной, будет равен документу. Например, querySelector h1. Найди элемент h1, сохрани его внутри переменной, называемой заголовок. И прямо сейчас, а не в документе. Все время выбирай запрос h1, я могу просто сказать, что если заголовки внутреннего HTML это привет, то установите для заголовков внутреннего HTML значение goodbye. В противном случае установите для заголовков внутреннего HTML значение hello. Таким образом, я повысил эффективность работы программы, но также сократил количество символов кода, которые мне пришлось написать. Мои строки теперь намного короче, их немного легче читать. Это мы бы расценили как улучшение дизайна. И оказывается, что есть еще одно улучшение, которое мы можем сделать и здесь, что мы можем определить переменную, например, пусть что-то равно чему-то другому. Но оказывается, что JavaScript дает нам пару способов определить переменную. И если мы собираемся создавать переменную, значение которой никогда не изменится, мы никогда не собираемся переназначать имя переменной на что-то другое. Тогда вместо let мы можем обеспечить, чтобы она никогда не менялась, назвав ее переменной const. Так что заголовок const равен документу. QuerySelector h1 означает, что я собираюсь создать переменную, называемую заголовком, установив ее равной результату документа. QuerySelector h1, и никогда больше я не изменю, чему равен заголовок. У меня никогда не будет другой строки кода, в которой говорится, что заголовок равен чему-то другому, потому что он постоянен. И тогда JavaScript принудит эту переменную не изменять ее. И если я когда-нибудь попытаюсь ее изменить, JavaScript выдаст мне сообщение об ошибке. И это может быть просто полезно для предотвращения возможного непреднамеренного поведения, если вы знаете, что у вас есть переменная, которая никогда не изменится. Часто бывает полезно пометить ее как переменную const, чтобы вы и другие люди, просматривающие ваш код, знали, что это никогда не будет иметь значения, и это изменится позже. Значит, это будет вести себя точно так же, когда оно говорит «привет», но я могу переключать его туда и обратно, меняя на «до свидания», а затем снова меняя на «привет». И вот теперь, используя эту способность манипулировать DOM, мы можем вернуться к нашей контрпрограмме и фактически улучшить ее. Прямо сейчас контрпрограмма «Я считаю», и она выводит предупреждение с надписью 1. «Я считаю», и она выводит предупреждение с надписью 2. Я, вероятно, могу сделать немного лучше, если вместо отображения предупреждения фактически каким-то образом манипулирую DOM. Я хотел бы, чтобы у меня была эта буква N, этот большой заголовок вверху, вместо того, чтобы начинать со слов «привет». Давайте начнем с нуля, например, просто с некоторого начального значения для счетчика. А теперь, когда я увеличиваю значение счетчика, вместо того, чтобы выводить предупреждение, которое просто сообщает мне значение счетчика в предупреждении, я собираюсь вместо этого сказать документ. QuerySelector h1 внутренний HTML равен счетчику, где я говорю «найдите элемент h1», обновите его внутренний HTML. Установите его равным любому значению счетчика переменных, так что теперь, если я обновлю эту страницу, значение этого h1 изначально равно нулю. Это начальное значение. Но каждый раз, когда я нажимаю count, мы собираемся обновлять содержимое этого элемента h1, на этот раз устанавливая его равным 1, 2, 3, 4 и так далее. Каждый раз, когда я нажимаю кнопку подсчета,
Она будет увеличивать значение переменной, а также манипулировать DOM, фактически внося изменения, чтобы произвести эффект, который я хочу видеть на этой реальной странице. И мы можем начать добавлять к этому дополнительную логику. Может быть, мне иногда и хочется получать предупреждения, но я не хочу получать его каждый раз. Я мог бы добавить условия. Я мог бы сказать что-то вроде: если я хочу отображать предупреждения каждый раз, когда я считаю до числа кратного 10, например, 10, 20, 30, 40, 50 и так далее, я мог бы добавить условие, в котором говорится, что если счетчик равен 10, а мод просто дает мне остаток, когда ты делишь на 10. Так что если ты берешь счетчик, раздели его на 10. Если остаток равен нулю, когда я делю на 10, это означает, что счетчик кратен 10. И теперь я могу отобразить оповещение, в котором я могу отобразить оповещение с надписью. Я хочу сказать что-то вроде: счетчик теперь равен 10 или счетчик теперь равен 20. И для того, чтобы это сделать, я действительно хочу, чтобы у меня был какой-то способ вставить переменную в строку внутри JavaScript. А в Python мы бы сделали это так: добавили f или предварительно ожидающее f перед строкой, чтобы создать форматированную строку. И тогда я бы сказал что-то вроде количества сейчас. А затем я бы использовал фигурные скобки, чтобы сказать: давай распечатай значение счетчика. Так что это f для форматированной строки, за которой следует эта строка, было бы так, как мы бы это сделали в Python. Оказывается, JavaScript делает то же самое, просто с немного другим синтаксисом. В нем не используется f. Вместо этого, вместо использования обычных кавычек, будь то одинарные или двойные кавычки, JavaScript использует эти обратные тексты, которые обычно расположены над клавишей табуляции на стандартной клавиатуре США. И это создаст то, что JavaScript называет литералом шаблона, где я смогу затем подставить значение переменной где-нибудь внутри этого шаблона. А затем, чтобы фактически выполнить замену, в то время как Python использует двойные фигурные скобки, чтобы, скажем, вставить значение каунта прямо здесь, JavaScript делает нечто подобное. В нем также используются двойные фигурные скобки, но перед ним должен быть знак $. Знак $, а затем двойные фигурные скобки означают, что нужно ввести туда значение переменной. Значит, это шаблонный литерал, в котором каждый раз, когда мы получаем число кратное 10, мы будем отображать предупреждение о том, что счет идет сейчас. А затем эта фигурная скобка со знаком $, означает, что на самом деле подключите любое значение счетчика, которое окажется прямо там. Так что теперь, если я продолжу и обновлю счетчик, он начнется с нуля. Я могу сосчитать 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но когда я дохожу до 10, то получаю предупреждение, в котором говорится, что счет идет на 10. А затем я вижу обновление результата на странице. И этот литерал шаблона может позволить нам комбинировать переменные и строки, чтобы генерировать новые строки, которые также способны представлять данные внутри них. Итак, какие улучшения мы можем начать вносить здесь? Какие изменения мы можем внести в это, чтобы улучшить его дизайн? Ну, одна вещь, особенно по мере того, как наши программы становятся немного более сложными, немного сложнее, заключается в том, что мы часто не хотим смешивать наш код JavaScript с содержимым нашего HTML. Вот здесь внизу у нас есть кнопка unclick равняется count. Это название этой функции. И особенно по мере того, как наша страница начинает усложняться, это начнет немного раздражать, если нам постоянно придется поддерживать небольшой фрагмент кода JavaScript. Например, вызывать функцию внутри нашего HTML. Посмотрим чуть позже. Есть и другие парадигмы, которые на самом деле поощряют подобные вещи. Но прямо сейчас он может начать немного плохо проектироваться, так как мы действительно хотели бы отделить весь наш код, связанный с JavaScript, от всего HTML, общей структуры нашей страницы. И поэтому есть способы, которыми мы можем начать делать и это. Я тоже могу добавить прослушиватель событий внутри JavaScript, чтобы я мог сказать что-то вроде кнопки выбора точечных запросов документа. И тогда я могу сказать, что нажатие точки равно количеству. Так что же здесь происходит? И я могу сделать это вместо этого нажатия кнопки равно количеству. То, что я сейчас говорю, это документ. Кнопка выбора запроса. Найди мне кнопку на странице. Оказывается, здесь только одна кнопка, так что все в порядке. Хотя, если бы их было больше, мне, возможно, пришлось бы быть немного более конкретным. Но как только я получу эту кнопку, я получу доступ к ее свойству unclick. И я собираюсь установить его равным count. А что такое count? Count — это название функции. Count сам по себе является функцией. И поэтому я здесь говорю о том, что я хотел бы установить значение свойства unclick кнопки равным count. Count — это функция, которая должна запускаться при нажатии на кнопку. И обратите внимание, что на самом деле я не вызываю эту функцию. Это не count, а затем круглые скобки, что означало бы запустить функцию count, а затем получить ее возвращаемое значение и использовать его в качестве значения для unclick. Я просто устанавливаю unclick равным буквально самой функции count, фактически не вызывая функцию. И что
что это будет делать, так это то, что она скажет, когда будет нажата кнопка, тогда и только тогда вы должны фактически запустить эту функцию count. И мы не собираемся запускать функцию count до тех пор, пока эта кнопка действительно не будет нажата. И поэтому в JavaScript функции можно рассматривать как собственные значения. Точно так же, как ты можешь установить переменную равной строке, точно так же, как ты можешь установить переменную равной целому числу. Точно так же, как ты можешь установить переменную равной элементу HTML, например, результату документа. Селектор запросов, ты также можешь установить переменную равную функции, что-то вроде count, и передавать ее как значение, точно так же, как ты мог бы с любым другим значением. И это парадигма, которую мы обычно называем функциональным программированием, где у нас есть функции как собственные ценности. Вещи, которые мы можем переназначить, вещи, которыми мы можем манипулировать точно так же, как мы могли бы манипулировать любой другой ценностью. Так что теперь я могу попробовать запустить эту программу, перейдя вперед и обновив страницу. Я обновлю ее. Она равна нулю. Я нажимаю отсчет. И все в порядке, кажется, ничего не происходит. Все равно 0. Я хочу, чтобы он считал, но похоже, это не работает. Так почему бы и нет? В любое время, когда вы сталкиваетесь с проблемами в JavaScript, когда вы не получаете желаемого поведения, часто бывает полезно взглянуть на консоль JavaScript, где консоль JavaScript является эквивалентом окна терминала, когда вы запускаете приложение Django на Python, которое будет отображать любые сообщения об ошибках. Консоль JavaScript будет отображать любую информацию о регистрации JavaScript, а также сообщения об ошибках. В Chrome я могу добраться до нее, если сначала перейду в раздел «Проверка», а затем просто открою вкладку «Консоль» здесь. И хорошо, похоже, у нас здесь какая-то ошибка. Это ошибка неперехваченного типа, которая говорит, что мы не можем установить свойства при нажатии кнопки «Нет» в счетчике. Строка HTML18. Так что, как правило, это подскажет вам, откуда берется ошибка. Она исходит от счетчика. HTML в строке 18. И проблема, похоже, в том, что я пытаюсь получить доступ к свойству onClickNull. А null — это способ JavaScript выразить как ничто, какой-то объект, которого не существует. Так что каким-то образом я пытаюсь установить свойство onClick равным null. Давай посмотрим, что происходит в строке 18, и посмотрим, сможем ли мы понять, что там происходит. Хорошо, вот строка 18, где я говорю документ. Кнопка выбора запросов, установив ее свойство onClick равным count. А теперь в чем, по-видимому, здесь проблема? Сообщение об ошибке заключалось в том, что я пытался изменить свойство onClick на null. Вот оно, свойство onClick. Так зачем же нужен этот документ? Кнопка QuerySelector возвращает или выдает мне значение null. Получается документ. QuerySelector вернет значение null, если он не сможет что-то найти, если я попытаюсь найти кнопку, но он не сможет найти кнопку. Ну, это кажется немного странным, потому что здесь, в строке 24, есть кнопка, которую я бы хотел, чтобы мой код JavaScript мог найти, когда он запускает селектор запросов и пытается найти кнопку. Как оказалось, это небольшая причуда в том, как будет работать браузер. Но если браузер запускает наш код сверху вниз, просто читая его с первой строки и дальше, то он попадет в строку 18, где я сказал документ. Кнопка выбора запросов. Количество нажатий ограничено. И он попытается найти кнопку в строке 18. Но кнопка не отображается на моей HTML-странице до тех пор, пока она не появится намного ниже по странице. Итак, на данном этапе, когда мы переходим к этой строке JavaScript ищет кнопку. Но DOM тело страницы еще не закончило загрузку. Содержимое DOM еще не загрузилось. И в результате мы не можем найти эту кнопку. Так как же нам решить эту проблему? Как нам получить ее, чтобы мы действительно могли попросить кнопку и действительно получить кнопку? Оказывается, есть пара стратегий, которые мы могли бы использовать. Можно было бы взять текст сценария и просто переместить его в нижнюю часть тела, чтобы после того, как мы уже определили кнопку с надписью count, у нас был текст сценария, который затем говорит: «Хорошо, продолжайте, а теперь найдите кнопку», и теперь мы будем, я смог его найти. Оказывается, есть другой способ, и, возможно, более распространенный. Это вместо этого добавить еще один прослушиватель событий. И мы собираемся добавить прослушиватель событий не к кнопке, а ко всему документу, где document — это переменная, встроенная в этот JavaScript, к которой у нас есть доступ на веб-страница, которая просто ссылается на весь этот веб-документ, где я использовал document. Селектор запросов уже позволяет просматривать весь веб-документ, пытаясь найти кнопку или, например, тег H1. Но я также могу добавить прослушиватель событий в сам документ. И для этого я могу сказать document.getEventListener. И когда я вызываю это EventListener, и я могу сделать это с любым HTML-элементом, а не только с документом, но я мог бы запустить эту функцию на кнопке, элементе H1 или любом другом HTML-элементе. Слушатель рекламных событий, как правило, принимает два аргумента, где первый — это то, какое событие я хочу прослушать. Событием может быть что-то вроде щелчка, когда я нажимаю на документ. Это может быть что-то вроде прокрутки страницы, например. Но событие, которое я собираюсь прослушать,
это особое событие, которое называется DOM Content Loaded. А событие загрузки содержимого DOM — это событие, которое будет запущено или запущено, когда DOM, объектная модель документа, структура страницы завершится загрузкой. Когда все элементы на странице загружены, содержимое DOM загружено. А затем, если я прикреплю к нему прослушиватель событий, он выполнит любой код, который я хочу запустить, который должен выполняться только после полной загрузки DOM, после загрузки всего содержимого на странице. А второй аргумент от EventListener — это то, какая функция должна выполняться после того, как событие действительно произойдет, когда произойдет загрузка содержимого DOM. Так что я мог бы передать имя функции, если бы у меня было имя функции, которую я хотел передать. Но в качестве альтернативы JavaScript позволяет мне просто напрямую написать функцию здесь в аргументе от EventListener. Я могу просто сказать функция, а затем поставить набор скобок, чтобы означать, что функция не принимает никаких входных данных. А затем в фигурных скобках я могу включить тело функции прямо здесь в качестве второго аргумента от EventListener. И это немного сложный синтаксис, который нужно обдумать, если вы никогда его раньше не видели. Но если подумать об этом в целом, то от EventListener принимает два аргумента. Один из них — событие, второй — функция. Так что здесь первый — событие, загруженное содержимое DOM, а второй аргумент — функция. И я бы объявил функцию так же, как и раньше, просто используя функцию. Я не дал функции имени, потому что, строго говоря, ей не нужно имя. Я никогда не буду называть эту функцию по имени. Так что это то, что мы могли бы назвать анонимной функцией, функцией, у которой нет имени. Но я все равно передаю ее функцию от EventListener в качестве аргумента, потому что я хочу запустить код внутри функции после завершения загрузки DOM. Таким образом, внутри фигурных скобок находится содержимое этой функции, содержимое того, какой код должен выполняться, когда DOM завершит загрузку. А затем в конце я снова использую только эту концевую скобку, где эта концевая скобка совпадает с этой скобкой здесь. Это включает в себя все аргументы для добавления прослушивателя событий, где первый — загруженный контент DOM, а второй — вся эта функция, которая может занимать несколько строк. Так что ты довольно часто увидишь подобный синтаксис в JavaScript. Но сейчас я хочу добавить центр списка событий кнопки, я могу просто заменить его и поместить сюда. И получается, что если бы я захотел, вместо того, чтобы говорить, что точка при нажатии равна количеству, ты мог бы использовать тот же синтаксис от EventListener. Я мог бы сказать добавить прослушиватель событий, щелкнуть, а затем посчитать, что означает, что когда произойдет событие щелчка, продолжайте и запустите функцию подсчета. Но вы можете эквивалентно сократить это и просто сказать, что точка при нажатии равна количеству. И это сработало бы так же хорошо. Так что теперь мы говорим о том, что подождите, пока DOM не будет загружен. Подождите, пока не будет загружено все содержимое страницы, а затем продолжайте и запустите эту функцию. И что эта функция собирается сделать, так это добавить обработчик событий к этой кнопке. И это сработает, потому что теперь мы сможем найти кнопку, потому что теперь все содержимое DOM загружено. Так что теперь, если я вернусь назад, обновите счетчик HTML, ты заметишь, что ошибка JavaScript исчезнет. Похоже, у меня больше нет этой ошибки. И теперь, если я нажму Count, мы сможем увидеть увеличение количества так же, как и раньше. И это улучшение по сравнению с тем, что у меня было раньше, где теперь я могу отделить свой код JavaScript от всего остального моего кода. Но так же, как и в случае с C, где мы смогли взять C, который изначально располагался в заголовке нашей страницы, и переместить его в отдельный файл. Вы можете сделать то же самое с JavaScript 2. А это может быть полезно, если у вас несколько человек работают над разными файлами. Вы хотите, чтобы один человек работал над HTML, а кто-то другой над JavaScript. Это может быть полезно, если вы ожидаете, что одна из этих вещей будет меняться чаще, чем другая. Так что вам, возможно, не придется загружать другую так часто. Так что может быть полезно еще больше отделить наш HTML-код от нашего JavaScript, переместив наш JavaScript в отдельный файл. И поэтому для того, чтобы сделать это, я могу создать новый файл, который я просто назову count.js, который будет содержать весь JavaScript для моего счетчика. HTML-файл. Так что для того, чтобы сделать это, я могу сказать, что давайте продолжим и скопируем весь этот JavaScript-код. Давай, вырежи его с этой страницы. И я вставлю его в счетчик. JC, убери часть этого отступа. Так что теперь у меня есть файл, который называется счетчик. JS, который просто содержит весь JavaScript, который я хочу запустить на своем счетчике. HTML-страница. И теперь вместо того, чтобы включать фактически JavaScript между этими тегами скрипта, я могу сказать, что скрипт RC для исходного кода равен счетчику.
JIS, например, чтобы сказать «продолжайте и счетчик ссылок». JIS и используйте этот JavaScript в заголовке страницы здесь. И тогда это будет работать точно так же. Я все еще могу считать так высоко, как мне бы хотелось. Я все еще получаю предупреждения каждый раз, когда счет становится кратным 10. Но мой HTML-код теперь немного проще. Это всего лишь тело. Это всего лишь буква N и кнопка. И к тому же весь мой JavaScript теперь находится в отдельном файле, что позволяет мне это делать. Это позволяет мне хранить мой HTML-код и мой JavaScript-код отдельно друг от друга. И это может быть ценно по нескольким причинам. Среди них, если у меня есть общий код JavaScript, который используется несколькими разными HTML-страницами. Все несколько HTML-страниц могут содержать один и тот же источник JavaScript вместо того, чтобы повторяться. Используя один и тот же JavaScript на нескольких разных страницах, я могу просто использовать один и тот же JavaScript на всех них. И это тоже будет полезно, так как позже мы начнем рассматривать некоторые библиотеки JavaScript, которые являются JavaScript, написанными другими людьми. Мы можем просто включить JavaScript других людей на наши собственные веб-страницы, просто добавив текст сценария в верхней части нашей страницы, в котором указывается конкретный источник. Возможно, вы уже взаимодействовали с Bootstrap, у которого есть собственный код JavaScript. И вы можете включить JavaScript для начальной загрузки, просто включив TextScript в верхней части нашей HTML-страницы, чтобы сказать «Продолжайте и включите весь этот JavaScript на нашу страницу». Так что же еще мы можем сделать сейчас, теперь, когда у нас есть возможность добраться до элементов DOM и фактически манипулировать их содержимым? Но одна вещь, которую мы можем сделать, это начать делать наши страницы немного более интерактивными, фактически реагировать на то, что пользователи делают на странице. Вводит ли пользователь что-то или, возможно, заполняет форму, например. Так что давай попробуем привести пример, когда пользователь может заполнять форму, и мы хотели бы, чтобы наш код каким-то образом реагировал на то, что он вводит. Я пойду дальше и вернусь в привет. HTML. А теперь внутри тела страницы я сказал «Привет» вверху. Я здесь вместо кнопки у меня будет форма. Эта HTML-форма будет выглядеть так же, как HTML-формы, которые мы видели раньше. У меня есть поле ввода, в которое я добавлю атрибут автофокусировки, что означает автоматическую фокусировку этого поля ввода при открытии страницы. Потому что я могу захотеть, чтобы пользователь сразу начал печатать. Я собираюсь дать этому полю ввода идентификатор имени, например, а затем заполнитель имени с заглавной буквы N, тип которого текст. Так что же я здесь сделал? Я создал поле ввода, в котором пользователь может ввести некоторый текст. Заполнитель, то, что пользователь изначально видит заполненным в этом поле ввода, будет просто именем с заглавной буквы N, говорящим ему, что он должен ввести здесь свое имя. И я дал этому полю ввода идентификатор, какой-то уникальный идентификатор, чтобы позже я мог ссылаться и находить это конкретное поле ввода. А затем у меня есть тип ввода, равный отправить, какой-то способ для меня теперь отправить эту форму. И поэтому, если я загружу эту страницу, загрузите привет. HTML, вот что я вижу. Привет, поле, в котором я могу ввести свое имя. Имя-заполнитель отображается там для меня. А затем кнопка, с помощью которой я могу отправить эту форму. А теперь то, что я хотел бы сделать внутри моего JavaScript. Это вместо этой функции приветствия. То, что я собираюсь сделать, это сначала запустить некоторый JavaScript, когда DOM закончит загрузку. И поэтому я буду использовать ту же самую фразу, что и раньше. Ты увидишь это совсем немного там, где мы собираемся сказать документ. Загружено содержимое DOM от EventListener, а затем эта функция, означающая «продолжайте» и запустите этот код, когда DOM будет загружен. И код, который я хотел бы запустить, это сказать, что когда я отправляю форму, я хочу, чтобы что-то произошло. Когда я отправляю форму, может быть, я хочу вывести предупреждение о том, что если я веду Брайан, оно скажет «Привет, Брайан». Или если я веду Дэвид, оно скажет «Привет, Дэвид», например. Так как же я могу это сделать? Как мне получить форму? Это первый вопрос. В любое время, когда ты захочешь добраться до элемента, одного конкретного элемента на HTML-странице, обычно мы собираемся задокументировать его. Селектор запросов, чтобы сказать «достань мне элемент, который является формой». А на странице только одна форма, так что мне не нужно беспокоиться о двусмысленности. Я просто говорю «достань мне эту форму». И тогда я смогу сказать unsubmit, когда ты отправляешь форму, какой код должен выполняться. И если бы у меня было имя функции, например, функции f, я мог бы просто сказать запустить функцию f при отправке формы. Но в качестве альтернативы, как и раньше, вместо того, чтобы указывать имя функции, я также могу просто указать саму функцию. Я могу сказать функция. А затем между этими фигурными скобками я могу точно указать, какой код должен выполняться при отправке формы, предоставив вместо этого эту анонимную функцию. Используя эту анонимную функцию в качестве значения свойства onSubmit этой формы. А теперь я хотел бы каким-то образом получить доступ к тому, что пользователь ввел в поле ввода, каким бы ни было имя пользователя. И чтобы я мог получить поле ввода через документ querySelectorInPath. И на этот раз это сработало бы. Но мы должны быть немного осторожны,
потому что на этой странице есть несколько различных элементов ввода. Здесь есть элемент ввода для ввода имени, и второй элемент ввода здесь для того, чтобы сообщить мне, дать мне кнопку, где я могу отправить эту конкретную HTML-форму. И поэтому то, что я, наверное, хочу сделать, это быть немного более конкретным. И оказывается, что внутри селектора запросов я могу использовать все стандартные способы в C, которые мы могли бы выбрать для конкретного элемента. Итак, в C, если ты помнишь, у нас была возможность запустить C и просто сказать стиль для всех букв N. Или мы могли бы сказать стиль для всех вещей с этим конкретным идентификатором или с этим конкретным классом. И документ. Выбор запросов работает так же, как я могу сказать документ. Выберите запрос и передайте тег, чтобы сказать: достань мне элементы h1, или достань мне кнопку, или достань мне форму. Но если есть несколько элементов h1, или несколько кнопок, или несколько форм, я могу быть более конкретным, чем это, если, например, у элемента есть идентификатор. И в этом случае я могу сказать документ. Селектор запросов, а затем в кавычках хэш-метка, а затем имя идентификатора, чтобы сказать: достань мне элемент с этим конкретным идентификатором. Опять же, используя тот же синтаксис, что и C, если я хочу применить определенный набор стилей только к одному элементу, который только мальчик. У него есть одно удостоверение личности. Точно так же я тоже могу сказать документально. Query selector, а затем используйте точку, за которой следует имя класса, если есть определенный класс элементов, и я хочу, чтобы один из них сказал: достань мне элемент, у которого есть этот конкретный класс, чтобы манипулировать им. Таким образом, те же типы синтаксиса, которые мы могли бы использовать в C для попытки ссылаться на конкретный HTML-элемент и получить доступ к нему, мы можем сделать то же самое здесь с документом. Селектор запросов, чтобы попытаться получить конкретный элемент на основе его имени тега, на основе его идентификатора или на основе его класса. И именно по этой причине внутри HTML страницы для моего ввода я ввел идентификатор имени. Я хотел каким-то образом иметь возможность однозначно ссылаться на него. И я могу однозначно ссылаться на него не по вводу, а по имени, где я могу сказать: достань мне элемент с идентификатором name. И это элемент, который я хотел бы извлечь из своего кода JavaScript. Как только у меня будет этот HTML-элемент, я хочу, чтобы он был похож на то, что пользователь на самом деле ввел в это поле ввода. И получается, что если у вас есть поле ввода HTML, я могу получить доступ к тому, что ввел пользователь, обратившись к его свойству value. Значение — это свойство, которое ссылается на то, что на самом деле ввел пользователь. Так что я могу сказать точечное значение. И я собираюсь сохранить это внутри переменной, чтобы я мог сказать что-то вроде пусть имя равно тому, что ввел пользователь. Но если я не собираюсь переназначать имя чему-то другому внутри этой функции я действительно получу имя один раз, и я не собираюсь менять его внутри функции. Значит, я могу использовать вместо этого постоянную переменную. И это было бы лучше, если бы я сказал, что у меня есть постоянная переменная, называемая name, которая равна document. Query selector, достань мне элемент, идентификатором которого является name, и получи доступ к его значению. И теперь я могу вывести предупреждение. Я могу предупредить что-то вроде обратных тиков «привет, запятая». А затем, используя синтаксис фигурных скобок со знаком $, я могу сказать: вставь туда имя, за которым следует восклицательный знак. Итак, я извлек имя из формы, достань мне поле ввода, в котором они ввели имя, получи доступ к его значению, а затем я выведу предупреждение, в котором, например, поздороваюсь с этим человеком. И вот теперь, если я обновляю страницу, я ввожу свое имя. Я нажимаю «Отправить». Я получаю предупреждение с надписью «Привет, Брайан». Я нажимаю «Ок». Я могу попробовать еще раз. Я могу ввести что-то вроде «Дэвид», нажать «Отправить», и теперь на странице написано «Привет, Дэвид». Так что опять же мы смогли объединить прослушиватели событий, функции и селектор запросов, чтобы иметь возможность одновременно считывать информацию со страницы, чтобы сказать: достань мне это конкретное. Я могу ввести что-то вроде «Дэвид», нажать «Отправить», и теперь на странице написано «Привет, Дэвид, мальчик». Найди мне HTML-элемент и получи доступ к тому, что пользователь ввел в него. Свойство value, которое дает мне то, что пользователь ввел в поле ввода. И мы смогли объединить это с прослушивателями событий и оповещениями, которые действительно способны динамически реагировать на то, когда пользователь отправляет форму, или когда загружается все содержимое страницы, чтобы создать некоторые интересные эффекты. Но оказывается, что мы можем сделать больше, чем просто изменить HTML-код, содержащийся внутри элемента. Мы также можем изменить C, а также изменить свойства стиля конкретного элемента. Так что давай пойдем дальше и посмотрим на пример этого. Я пойду дальше и создам новый файл, который назову цветами HTML. И внутри цветов я включу тот же стандартный шаблонный HTML-код, с которого мы часто начинаем, раздел заголовка с заголовком и раздел тела. А внутри основной части этой страницы я собираюсь отобразить заголовок, в котором просто говорится «Привет», например. И может быть я дам ему идентификатор, просто чтобы я мог ссылаться на него по имени. Может быть у него есть идентификатор Hello. И тогда у меня будет 3 кнопки.
У меня будет кнопка, называемая красной, кнопка, называемая синей, а затем кнопка, называемая зеленой, например. Где теперь, если я открою цвета? HTML, вот что я вижу. Я вижу большой заголовок с надписью «Привет». А затем я вижу три кнопки, красную, синюю и зеленую. Но, конечно, прямо сейчас эти кнопки на самом деле ничего не делают. Как мне заставить кнопки что-то делать? Вот тут-то и пригодится JavaScript. Я добавлю TextScript в верхнюю часть своей страницы. И я хочу запустить этот JavaScript только тогда, когда дам закончит загрузку. Так что, опять же, мы будем использовать тот же синтаксис, что и раньше. Точка документа добавляет прослушиватель событий, загружается содержимое DAM, а затем запускает эту функцию, чтобы сказать все, что находится между этими фигурными скобками. Это весь код, который должен выполняться после завершения загрузки страницы. И что бы я действительно хотел сделать, так это добраться до этих трех кнопок и сказать, когда ты нажимаешь на каждую из них, делай что-то другое. Например, меняй цвет определенного HTML-элемента. И для того, чтобы это сделать, мне нужен какой-то способ уникальной ссылки на эти кнопки. Поэтому для этого я собираюсь дать им всем идентификаторы. На этой кнопке будет красный идентификатор. На этой кнопке будет синий идентификатор. На этой кнопке будет зеленый идентификатор. Просто уникальные имена, которые я могу дать кнопкам в HTML, такие, чтобы в JavaScript я позже мог ссылаться на них. Так что же мне теперь включить сюда, внутрь моего кода JavaScript? Позволь мне сказать документ. Query Selector Red, чтобы сказать достань мне элемент, идентификатор которого красный. И когда на тебя нажмут по щелчку, продолжай и запускай эту функцию. Что должна делать эта функция? Я хочу взять этот элемент h1 и изменить его цвет на красный. Я хочу изменить цвет шрифта на красный. И я оставлю комментарий для себя. В JavaScript вы можете оставить комментарий просто для того, чтобы задокументировать то, что вы делаете, используя эти две косые черты. Две косые черты указывают на то, что все, что после этого на странице, будет комментарием. Браузер проигнорирует это, но может быть полезно использовать программиста и того, кто читает ваш код, чтобы увидеть, что именно вы описываете здесь на странице. А теперь я хотел бы задокументировать это. Селектор запросов Hello, достань мне HTML-элемент с идентификатором Hello и продолжай изменять его свойство Style. И теперь внутри этого объекта Style я могу изменять любое из свойств стиля C. Одно из них, например, это что-то вроде цвета. Так что я могу обновить свойство Color и установить его равным красному. Так что вот сейчас я говорю, когда ты нажимаешь на красную кнопку, продолжай и запускай эту функцию. И что должна сделать функция, так это найти элемент Hello, обновить его стиль. Какая часть стиля? Обнови его цвет. На что мы должны его обновить? Мы должны обновить его до красного. И я собираюсь сделать то же самое для двух других кнопок. И это довольно похожий код, так что я просто скопирую и вставлю. Скопируй и вставь сюда. У меня будет один для изменения цвета на синий. Когда я нажму на синюю кнопку, ты должен изменить цвет на синий. А затем мы сделаем это еще раз. Изменим цвет шрифта на зеленый. Когда ты нажимаешь на зеленую кнопку, ты должен изменить цвет на зеленый. Так что теперь, когда я обновляю цвета, HTML прямо сейчас Hello по умолчанию написан только черным цветом, стандартным цветом шрифта для HTML. Я нажимаю на красный. Hello меняется на красный. Я нажимаю на синий цвет, он меняется на синий. Я нажимаю на зеленый, он меняется на зеленый. Так что в зависимости от того, на какую кнопку я нажимаю, это запускает какой-то прослушиватель событий, который затем скажет, когда кнопка нажата, запустите эту функцию. И что делает функция? Она захватывает этот элемент h1, элемент, идентификатор которого Hello, изменяет его стиль, обновляет его цвет. Так что в зависимости от того, на какую кнопку я нажимаю, это запускает какой-то прослушиватель событий, который затем скажет, когда кнопка нажата, запустите эту функцию, мальчик, сказал он. Но оказывается, что когда ты смотрел на то, как я пишу этот код, что-то должно было показаться тебе, вероятно, неоптимальным дизайном. В общем, в любое время, когда вы обнаруживаете, что пишете один и тот же код снова и снова, особенно если вы копируете вставку, это, как правило, плохой знак. Обычно признак того, что есть какой-то лучший способ попытаться изменить, попытаться реализовать поведение, которое я пытаюсь создать, а оказывается, что так оно и есть. И есть несколько способов, которыми ты мог бы это сделать. Один из способов здесь состоит в том, что я мог бы объединить эти три прослушивателя событий в одну функцию, которая будет обрабатывать изменение цвета на тот, на который указывает кнопка. Цвет должен быть изменен. Но одна проблема здесь в том, что если я просто прикреплю один и тот же прослушиватель событий ко всем трем кнопкам, мне будет непонятно, когда я нажму на кнопку. Как кнопка узнает, на какой цвет мы должны изменить текст. И с этой целью мы можем добавить некоторые дополнительные специальные атрибуты к определенному элементу HTML, которые называются атрибутами данных, где атрибут данных — это мой способ сказать, что я хотел бы связать некоторые данные с этим конкретным элементом HTML. Где здесь я могу сказать, что цвет данных равен красному, мальчик, цвет данных равен синему, цвет данных равен зеленому.
Атрибуты данных всегда начинаются с данных, за которыми следует тире. И тогда я могу указать действительно любое имя, которое я хочу, для некоторой информации, которую я хотел бы сохранить об элементе HTML. И здесь информация, которую я хочу сохранить, заключается в том, что я хочу сохранить данные о том, на какой цвет вы должны изменить текст при нажатии на кнопку. И теперь у нас будет возможность сказать, что если у меня есть доступ к этому элементу этой кнопки, я могу получить доступ к его свойству цвета данных. Чтобы узнать, следует ли нам изменить текст на красный, синий или зеленый, добавив эти атрибуты данных в эти HTML-элементы. И теперь все, чего я хочу, это каким-то образом получить все эти пуговицы. А теперь задокументируй. Query Selector, как ты помнишь, получает только один элемент. Для меня он получит только один элемент, и он получит первый найденный. Если я хочу получить несколько элементов, то вместо этого я могу сделать что-то вроде документа. Query Selectoral. Query Selectoral вернет то же самое, что и Query Selector. Но вместо того, чтобы Query Selector возвращал один элемент, соответствующий тому, что он ищет, Query Selectoral вернет мне массив всех элементов, которые соответствовали моему конкретному запросу. Так что если я хочу выбрать не только первую кнопку, которую я нахожу, но и все кнопки, которые я нахожу, я могу здесь сказать селектор запросов «все для кнопки». И это вернет мне массив JavaScript, эквивалент списка, представляющего все эти кнопки. И мы действительно можем проверить, как это выглядит, посмотрев на вещи внутри консоли JavaScript. Если я пойду дальше и обновлю цвета этой страницы, я смогу открыть инспектор, зайти в консоль JavaScript. И точно так же, как вы могли видеть здесь сообщение об ошибках, вы также можете написать код JavaScript и здесь. Так что я могу сказать что-то вроде document, кнопка выбора запросов. Скажи «хорошо», что произойдет, когда я попытаюсь выбрать кнопку на этой конкретной странице. И что я получу «хорошо», я получу только эту самую первую кнопку, цвет-данных, который равен красному. Это то, чего я и ожидал. Селектор запросов просто находит мне один элемент, и он найдет мне самый первый элемент. И точно так же я могу сказать: хорошо, вместо Query Selector давайте сделаем Query Selector All. И то, что я получаю в ответ, это список узлов, который вы можете представить себе как массив или список в Python, в котором есть 3 кнопки. Кнопка 0, 1 и 2. И точно так же, как со списком в Python, в который вы можете индексировать вещи, массивы в JavaScript также могут быть проиндексированы. Так что если у меня есть что-то вроде постоянных имен, равных Гарри, Рону и Гермионе, например, массив из 3 имен, я могу сказать имя в квадратной скобке 0. Чтобы получить первое имя, назови квадратную скобку 1, чтобы получить вторую, назови квадратную скобку 2, чтобы получить третью, назови квадратную скобку 2, например. И это дает мне каждый отдельный элемент в массиве. Если я хочу получить всю длину массива, я могу сделать длину точки, чтобы получить. Хорошо, длина массива имен оказывается равной 3. Так что просто несколько дополнительных функций, к которым у нас есть доступ, если у вас есть множество вещей. Оказывается, Query Selector All возвращает мне список узлов, который чем-то похож на массив. И это будет полезно, потому что, когда я говорю документ, кнопка выбора запросов «все», я говорю «достань мне все кнопки на странице». А теперь я хотел бы эффективно перебрать все эти кнопки и сказать, что для каждой кнопки внутри этого списка, которая возвращается ко мне, я хотел бы добавить обработчик событий при нажатии на эту кнопку, скажем, для каждой кнопки, которая приходит назад, продолжай и скажи: когда на тебя нажмут, измени цвет элемента H1. Итак, опять же есть несколько способов, которыми ты мог бы это сделать. Но один из способов — использовать определенное свойство, называемое для каждого. И для каждого есть функция, которая принимает в качестве аргумента другую функцию. Где идея будет заключаться в том, что я хотел бы запустить функцию для каждого из элементов внутри массива или внутри списка узлов, например. Так что здесь я могу сказать: для каждой кнопки запускайте эту функцию. Теперь это будет функция, которая принимает что-то в качестве входных данных. Она будет принимать в качестве входных данных один из элементов списка, что-то вроде кнопки. А теперь для каждой кнопки, что бы я хотел сделать для этой кнопки. Когда на кнопку нажимают, нажимай кнопку. Нажми еще раз, затем продолжай и запускай функцию, которая будет документировать. Селектор запросов: достань мне элемент с идентификатором hello, измени его стиль. В пределах стиля измени его цвет. А на что я хочу изменить его цвет? У меня есть доступ к этой кнопке,
Этот аргумент функции — это та кнопка, для которой я в данный момент пытаюсь добавить прослушиватель событий. И для того, чтобы получить доступ к ее свойствам данных, я могу получить доступ к специальному свойству HTML-элемента, называемому его свойством dataset. А затем я могу сказать что-то вроде button. Набор данных. Цвет, чтобы добраться до атрибута dataColor. Здесь происходит так много всего. Давай попробуем прочитать все это и просто понять, что происходит, потому что у нас есть функции, вложенные в другие функции, вложенные в другие функции. На самом верху я сказал добавить в документ прослушиватель событий. Когда содержимое дам документа загружено, то есть загружается все содержимое страницы, продолжайте и запустите эту функцию. Это тело функции. Так что же я хочу сделать? Когда страница загружается, я собираюсь задокументировать ее. Селектор запросов ищет все кнопки. И если бы я захотел, если бы кнопок могло быть больше, я мог бы добавить класс к этим кнопкам и просто искать вещи с определенным классом. Селектор запросов all просто возвращает все элементы, соответствующие определенному запросу. И затем я говорю, что для каждой из этих кнопок, для каждой из вернувшихся кнопок, я хотел бы запустить функцию для каждой из этих кнопок. Я в основном говорю, что если у меня есть 3 кнопки, которые вернулись, позвольте мне запустить функцию на первой кнопке, затем ту же функцию на второй кнопке, затем ту же функцию на третьей кнопке. А что это за функция? Это вот эта функция, которая принимает в качестве входных данных кнопку. Она сначала передаст в качестве входных данных первую кнопку, затем вторую кнопку, затем третью кнопку, затем третью. И что делает эта функция, так это добавляет обработчик анклик кнопки. Она говорит, что при нажатии на кнопку продолжайте и запустите эту другую функцию. И эта функция теперь это функция, которая будет запускаться при нажатии на кнопку, чтобы сказать: когда кнопка нажата, достань мне элемент «Привет», измени его цвет на кнопка «Привет», цветной, и пуговица «Привет». Цвет берет кнопку, берет HTML-элемент, подобный этому здесь, и получает доступ к его набору данных, ко всем его свойствам данных. И в частности получает доступ к свойству данных цвета, которое в данном случае равно красному. И это то, чему мы хотели бы равнять цвет. Это немного сложнее, чем мы видели раньше, но теперь мы смогли свести то, что было 3 разными обработчиками событий, к одному. И теперь это будет работать точно так же. Измени его на красный, синий и зеленый, и все это просто используйте свойства данных, к которым у нас есть доступ. И поэтому, когда вы сомневаетесь в том, как эти вещи работают, о том, что возвращает селектор запросов, консоль JavaScript может быть очень мощным инструментом для этого. Ты можешь зайти в консоль JavaScript и фактически манипулировать вещами. Ты можешь запускать запросы. Ты можешь запускать функции. Ты даже можешь изменять значения переменных. Например, если я вернусь, к счетчику HTML, где у меня был этот счетчик, который отсчитывает 0, 1, 2, 3, 4. Если бы я захотел, я мог бы сказать что-то вроде счетчик равен 27, точно так же, как изменить значение счетчика. Похоже, на странице ничего не изменилось. Я не говорил ничего обновлять на странице. Но теперь, когда я в следующий раз запущу count, он обновит значение count до 28. Поскольку я обновил значение внутри консоли JavaScript, он увеличит это значение, отобразит это значение внутри элемента h1. Значит, ты можешь изменять переменные, ты можешь запускать функции, ты можешь запускать документ. Селектор запросов, чтобы выяснить, какие конкретные элементы будут возвращены с помощью консоли JavaScript, которая может быть очень мощным инструментом. Особенно, когда вы начинаете работать над отладкой этих программ и пытаетесь выяснить, что с ними может быть не так. Оказывается, есть и другие изменения, которые мы можем внести, чтобы немного оптимизировать наш код, чтобы сделать его немного более кратким. И один из способов заключается в том, что в более поздних версиях JavaScript они ввели особую нотацию для функций, называемую обозначением стрелок для функций. И я просто покажу ее тебе, потому что она появится. Но часто вместо того, чтобы использовать ключевое слово function перед введением функции, у тебя просто будет что-то вроде кнопки, а затем стрелки в фигурных скобках. И, строго говоря, вам понадобятся только круглые скобки вокруг ввода, где кнопка стрелка, а затем в этих фигурных скобках некоторый код просто означает, что здесь будет функция, которая принимает в качестве входных данных переменную, называемую button, а затем запускает этот конкретный блок кода при запуске этой функции. И точно так же, если функция не принимает входных данных, как эта функция здесь, вы можете выразить ее с помощью обозначения стрелками, используя только круглые скобки блок стрелок. И поэтому это часто обозначение, которое вы увидите в JavaScript. Так что если ты когда-нибудь увидишь его, знай, что на самом деле это просто сокращение для создания функции. Все, что находится слева от знака стрелки, является входом в функцию, а все, что находится справа от стрелки, это то, какой код должен выполняться на самом деле при выполнении тела функции при вызове функции. Так какие же еще изменения мы могли бы внести в цвета? HTML, если мы оглянемся назад на цвета. HTML, вот как это выглядит сейчас. У нас есть заголовок с надписью «Привет», а затем кнопки для изменения цвета, например, на красный, синий или зеленый. Мы могли бы вместо этого
если мы хотим, чтобы пользователь выбирал один из нескольких вариантов. Выбрать, например, выбор пользовательского интерфейса с использованием раскрывающегося списка вместо набора кнопок. И JavaScript тоже это поддерживает. И мы воспользуемся этим как возможностью изучить некоторые другие обработчики событий, существующие в JavaScript. Так, например, вместо того, чтобы размещать все это внутри кнопок, я могу немного облегчить себе жизнь, сделав это раскрывающимся списком выбора, где у выбора будет опция, значение которой равно. Давай предположим, что черный цвет – это вариант по умолчанию. Мы скажем черный, а затем добавим еще один вариант, значение которого равно красному. И тогда мы скажем красный. И это значение – это то, что мы получим в JavaScript, когда попытаемся извлечь значение из конкретного раскрывающегося списка select. То, что находится между самими тегами опций, это то, что пользователь увидит на странице при ее фактическом просмотре. Так что я пишу это с большой буквы только для них. Стоимость опциона равна синему цвету. Он будет синим. А затем стоимость опциона равна зеленому цвету, и это будет зеленый цвет. Так что теперь пользователь видит «Привет», а затем выпадающее меню, в котором он может выбирать из списка цветов, а не нажимать на кнопки для этого. А теперь, конечно, этот раскрывающийся список выбора в данный момент ничего не делает, но я могу изменить его так, чтобы он работал. Так что теперь вместо того, чтобы выбирать все кнопки и что-то делать со всеми кнопками, у нас больше нет никаких кнопок. Что у меня есть, так это выпадающий список выбора. И теперь точно так же, как мы видели, как Анклик говорит, когда вы нажимаете на что-то, как мы видели, что содержимое DAM загружается как событие. Есть еще одно событие, называемое Unchange, которое применяется к таким вещам, как выпадающие списки выбора. Где, когда что-то меняется в раскрывающемся списке выбора, когда пользователь выбирает что-то другое, я могу запустить какой-нибудь код, например. Значит, я могу запустить функцию, которая в данном случае будет принимать документы. QuerySelector Hello, то есть получить мне HTML элемент Hello, изменить его стиль, какую часть стиля, изменить его цвет. И я хочу изменить его на что-нибудь. Я хочу изменить его на значение этого раскрывающегося списка select. Но как мне получить доступ к этому конкретному раскрывающемуся списку select? В JavaScript у нас есть доступ к специальному значению, называемому this. И это имеет особое значение в JavaScript. И это значение варьируется в зависимости от контекста. Но в контексте обработчика событий, функции, которая вызывается, когда происходит определенное событие, это будет специальное ключевое слово, которое всегда относится к объекту, получившему событие. Так что же это за событие? Это был выпадающий список «Выбрать». Вот что получило событие изменения. И поэтому это будет специальное ключевое слово, которое всегда относится к этому, которое всегда относится к раскрывающемуся меню, где я сделал другой выбор. Так что если я хочу получить значение этого выпадающего меню, то, что на самом деле выбрал пользователь, я могу просто сказать, что это значение точки означает получить это выпадающее меню и получить значение то, что пользователь выбрал в этом меню. И теперь гораздо более лаконично, чем раньше, я смог реализовать ту же идею. Прямо сейчас на нем черным цветом написано «Привет». Но если я выберу в раскрывающемся меню изменить его цвет на что-то вроде красного, например, цвет изменится на красный. Если я вместо этого выберу синий, он изменится на синий. Зеленый изменится на зеленый. Я выберу черный, он снова станет черным. Так что теперь у меня есть способность обнаруживать эти другие типы событий и реагировать на них. А в JavaScript существует очень много различных событий. Есть еще Анклик, который мы уже видели. При наведении курсора мыши он может обнаружить, например, когда вы наводите курсор на что-то, когда вы наводите курсор на определенный элемент. Если ты когда-нибудь видел веб-сайты, которые каким-то образом реагируют на перемещение мыши почему-то, возможно, именно так это реализовано. Нажатие клавиши вниз и нажатие клавиши вверх может реагировать на события клавиатуры. Что-то вроде того, как ты нажимаешь клавишу на клавиатуре. Когда ты нажимаешь на клавишу вниз, это значит клавиша вниз. А когда ты снимаешь палец с клавиши, это значит клавиша вверх. Есть и другие события, гораздо больше событий, чем просто перечислены здесь, которые вы можете слушать и реагировать на них, чтобы действительно взаимодействовать с пользователем, основываясь на том, что он делает. А теперь давай посмотрим на пример того, как мы можем использовать некоторые из этих событий, чтобы начать создавать немного более интересное приложение. Мы пойдем дальше и создадим приложение со списком дел, на этот раз используя исключительно JavaScript. Мы и раньше видели списки дел, которые предполагают общение с сервером, отправку запросов и ответов. Теперь мы создадим список дел, в котором для этого используется только JavaScript. Поэтому я создам новый файл под названием задачи HTML. И мы будем его использовать. Мы создадим головной раздел с названием задачи и основной раздел. А внутри основного текста страницы я сделаю заголовок с надписью «Задачи». А под ним я хочу получить неупорядоченный список всех моих задач. Так что у меня есть неупорядоченный список. Я дам ему идентификатор задач, просто для наглядности, чтобы я мог ссылаться на него позже. Но изначально здесь ничего не будет. Но то, что у меня будет под неупорядоченным списком, это форма, в которую я могу отправить новое задание, например.
Так что я дам себе поле ввода, также с идентификатором. Идентификатором будет задача в единственном числе для новой задачи, которую я вводю. Заполнителем будет новая задача, просто чтобы пользователь знал, что вводить. А тип поля ввода будет текстовым. Так что у меня есть поле ввода, в котором пользователь может ввести какую-нибудь новую задачу. И я также добавлю поле ввода для хорошей оценки, тип которого отправить, которое позволяет пользователю отправить новую задачу, как только он ее создал. Так что если я открою задачи HTML, вот что я увижу. Большой заголовок. Технически под ним есть неупорядоченный список, но в этом неупорядоченном списке еще ничего нет, так что он просто отображается как пустой. Затем текстовое поле, в котором я могу ввести задачу, а затем кнопка «Отправить», где я могу отправить свою новую задачу. Так что теперь мне бы хотелось немного JavaScript, чтобы когда я отправляю эту форму, мы действительно что-то делали. Поэтому я добавлю TextScript. Я хочу, чтобы этот JavaScript запускался после загрузки содержимого DAM. Так что мы пойдем дальше и добавим обычный прослушиватель событий загрузки содержимого DAM. А теперь я хочу запустить код при отправке формы, чтобы я мог сказать документ. Форма выбора запросов. unsubmit равен, а затем я хочу запустить функцию. И я мог бы снова использовать функцию ключевого слова, но я могу просто использовать функцию со стрелкой, которая будет немного быстрее набираться. Просто скажи: хорошо, вот функция, которую я хочу запустить при отправке формы. И что бы я хотел сделать? Я бы сначала хотел выяснить, хорошо, что на самом деле ввел пользователь. И то, что пользователь ввел, будет документом. Задача выбора запросов. Значение. Достань мне элемент с идентификатором задачи. Это поле ввода. Значение получает значение поля ввода, которое на самом деле ввел пользователь. И я могу сохранить это как константу задачи. То есть то, что ввел пользователь. И если мне интересно, что ввел пользователь, я действительно могу распечатать это в консоли JavaScript. И способ сделать это — использовать специальную функцию, называемую console. Регистрируйся. И она просто записывает что-то в консоль, что эквивалентно распечатке чего-то на Python, где это просто отображается в терминале Python. Вот это появится в консоли JavaScript. И еще одна вещь, которую я добавлю. По умолчанию формы, которые мы будем пытаться отправлять, когда вы нажимаете кнопку «Отправить», например, переходит на другую страницу. Мы уже видели это раньше в контексте Django, что когда вы отправляете форму, она пытается отправить другой веб-запрос. Если я хочу предотвратить такое поведение, остановите отправку формы. Так что остановите отправку формы. Я могу вернуть false в конце обработчика отправки формы, чтобы сказать: на самом деле не отправляйте форму. Мы собираемся делать все на стороне клиента, все только внутри браузера. Так что сейчас это еще не совсем сработает, но это будет прогресс. Я обновляю страницу. Я собираюсь открыть консоль JavaScript, чтобы посмотреть, что происходит. Если я добавлю задачу что-то вроде foo, нажму «Отправить», это будет занесено в консоль JavaScript. Это эквивалентно способу предоставления отладочной информации самому себе, чтобы знать: хорошо, теперь у меня есть доступ к этому значению foo. И это также говорит мне, в какой строке кода вошел в систему. Это были задачи. HTML 9 строка — это строка кода, в которой вошел foo. И поэтому это может быть полезно при отладке программы. Когда ты хочешь посмотреть, каковы значения переменных, ты можешь просто распечатать их с помощью консоли. Веди журнал, чтобы выяснить, что происходит в твоей программе в любой конкретный момент времени. Но то, что я хочу сделать, это не консоль. Веди журнал. Что я хочу сделать, так это действительно создать новый элемент, который я собираюсь добавить в свое тело HTML. Так как же я могу это сделать? Ну, чтобы создать новый элемент для моего документа, я могу запустить функцию, называемую document.createElement, а затем указать, какой тип элемента я хочу создать. У меня есть неупорядоченный список UL, и каждый элемент внутри неупорядоченного списка — это элемент списка nli. Так что я пойду дальше и создам элемент li, элемент списка. И я сохраню его в переменной, которую назову li. Так что я создал новый элемент списка. И внутренний HTML-код этого элемента списка, HTML-содержимое внутри этого элемента списка, ну, это будет просто задача. Это переменная отсюда, которая представляет собой то, что пользователь ввел. Итак, я создал новый элемент списка и сказал, какой HTML должен быть внутри элемента списка. Это должна быть любая задача, которую ввел пользователь. А теперь я скажу документ. Задачи выбора запросов. Достань мне элемент, идентификатор которого задача. И это будет вот этот неупорядоченный список, идентификатор которого задача. И если у меня есть HTML-элемент, я могу добавить в него новый элемент, сказав append. И что это сейчас будет делать, так это то, что он скажет: достань мне неупорядоченный список задач с идентификаторами. Достань мне элемент, задачи с идентификаторами через селектор запросов здесь. Как только у меня будет этот элемент, добавь в конец того, что находится внутри этого элемента, это значение li, которое оказывается этим новым элементом, который я создал. Новым элементом списка. Вот и я смог добавить новый HTML-элемент. И эта строка кода будет говорить: добавь его в DAM,
добавь его в неупорядоченный список, который я сейчас создаю. Так что теперь я повторил это еще раз. Я вижу задачи. Я набираю что-то вроде фу. Я нажимаю «Отправить», и все в порядке, теперь появляется фу. Я набираю что-то вроде «Хорошо, удали это». Набери бар. Теперь появляется бар. Я набираю бас. Теперь появляется бас. Теперь одна небольшая неприятность в пользовательском интерфейсе заключается в том, что кажется, что каждый раз, когда я отправляю новую задачу, это поле ввода сохраняет то значение, каким оно было раньше. И это, вероятно, не то, чего я хочу, потому что я бы предпочел, чтобы оно просто убралось. Я уже отправил задание. Нет необходимости, чтобы оно оставалось там. Но этим легко манипулировать в JavaScript. Если я хочу очистить это поле ввода, идентификатор которого задача, то все, что мне нужно сделать, это сказать документ. Выбор запросов. Задача. Достань мне это поле ввода. Измени его значение на пустую строку, равную нулю, просто чтобы сказать: очисти значение того, что находится внутри этого поля ввода прямо сейчас. А теперь, если я обновлю страницу, введу фу, нажму «Отправить», поле ввода очистится, и теперь я могу ввести что-то вроде ба, а затем что-то вроде бас, чтобы продолжить добавлять задачи. Одна вещь, которая может немного раздражать, это то, что если я не буду осторожен, если я нажму «Отправить», она отправит пустую строку в качестве задачи. И поэтому я просто получу этот пустой пункт, который отображается здесь. Я нажимаю «Отправить», и я просто получаю все эти пустые пункты. Было бы неплохо с точки зрения пользовательского опыта, если бы я не разрешал пользователю делать это, не разрешал им отправлять задачу, если они на самом деле не ввели что-то в поле «Новая задача». И мы можем сделать это, просто изменив свойства элементов. Так что получается, что HTML-элементы имеют свойство, называемое disabled, которое может быть истинным или ложным, что позволяет нам отключить что-то вроде кнопки. Так что если я захочу отключить кнопку «Отправить», одна вещь, которую я мог бы сделать в первую очередь, это присвоить этой кнопке «Отправить идентификатор». Я дам ей идентификатор «Отправить», чтобы в своем коде JavaScript я мог ссылаться на кнопку «Отправить». А теперь внутри этого кода JavaScript, когда загружается содержимое DOM, по умолчанию кнопка «Отправить» должна быть отключена. Например, когда я впервые загружаю страницу, я не хочу, чтобы кнопка «Отправить» была включена, потому что я хочу, чтобы пользователь сначала ввел задачу, прежде чем я включу кнопку «Отправить». Так как же мне это сделать? Я могу задокументировать. Селектор запросов, достань мне элемент с идентификатором «Отправить», достань мне кнопку «Отправить» и просто установи его отключенное свойство равным true. JavaScript имеет логические значения true и false. Я установил отключенное значение равным true, чтобы отключить кнопку «Отправить». Теперь, если я обновлю страницу, я смогу ввести новую задачу, но кнопка «Отправить» отключена. Она ничего не делает. Очевидно, я не хочу, чтобы так продолжалось. Я бы хотел, чтобы когда я начинаю что-то вводить, кнопка «Отправить» перестала быть отключенной. Вместо этого значение «отключено» меняется с истинного на ложное. И поэтому то, что я действительно хочу сделать, это слушать меня как нажатие клавиш на клавиатуре. И поэтому я могу сделать это, добавив еще один прослушиватель событий документ. Селектор запросов. К чему я хочу добавить селектор запросов? Для чего я хочу добавить обработчик событий? Я хочу добавить обработчик событий, когда я что-то вводю в это поле ввода. И в этом поле ввода есть идентификатор задачи. Так что позволь мне пойти дальше и получить поле ввода, элемент, идентификатор которого задача, и добавить обработчик включения. Включение клавиши вверх, опять же, это событие, когда я снимаю палец с клавиши, продолжая и запуская эту функцию. А что должна делать эта функция? На ней будет написано документ. Query Selector Submit. Установите для свойства disabled значение false. А теперь вот что мы делаем. Мы говорим, что по умолчанию, когда я впервые загружаю страницу, нажимаю кнопку «Отправить» и отключаю ее. Поставь точку «Отключено» равной истине. Тогда в любое время, когда я набираю клавишу и мой палец отрывается от клавиши, это означает, что срабатывает событие onKeyUp. Запусти эту функцию. И что эта функция собирается сделать, так это взять ту же самую кнопку отправки и установить ее свойство disabled равным false. Так что теперь вместо того, чтобы быть отключенной, она будет включена. Так что если я вернусь на страницу, зайду сюда и введу текст. Прямо сейчас по умолчанию кнопка «Отправить» отключена. Но как только я начинаю что-то вводить, теперь кнопка «Отправить» активна, и я действительно могу нажать на нее. И ладно, это не очень здорово, потому что я нажал на нее, но кнопка «Отправить» по-прежнему включена. Так что я мог бы сделать: хорошо, после того, как я отправил форму, после того, как я добавил новую задачу, давайте вернемся назад и отключим кнопку «Отправить». Итак, после того, как я отправил форму, после того, как мы добавили новую задачу в мой список задач, так что я мог бы сделать: хорошо, после того, как я отправил форму, после того, как я добавил новую задачу, давайте вернемся назад и отключим кнопку «Отправить мальчик», установив ее отключенное свойство равным истине. Теперь даже после того, как я отправлю форму, кнопка «Отправить» все равно будет отключена, так что я наберу фу, теперь «Отправить» активно. Я нажимаю на нее, но кнопка «Отправить» тоже становится неактивной. Оказывается, что даже сейчас все еще есть небольшая ошибка. Если я вернусь сюда и введу что-то вроде ба, но затем я вернусь назад,
чтобы здесь ничего не понравилось, кнопка «Отправить» все еще активна. Так что технически я все еще могу отправить задачу, внутри которой нет содержимого. И поэтому я хотел бы иметь какой-то способ предотвратить и это. И это просто дополнительная логика. Теперь у нас есть доступ к JavaScript, в котором есть условия, циклы, функции. И поэтому, если я захочу сделать что-то вроде условной проверки, я могу сказать, есть ли документ. Query selector task. Значение. Длина больше нуля, что означает, что что-то действительно введено в поле задачи, тогда мы продолжим и установим значение disabled равным false. Но в остальном продолжайте и установите значение disabled равным true. Так что теперь мы проверяем. Если длина введенного пользователем текста больше нуля, они действительно что-то вводят. Тогда да, предоставьте им доступ к кнопке «Отправить». Но в остальном не давайте им доступа к этой кнопке. Так что теперь я обновляю страницу. По умолчанию она отключена. Я что-то ввожу. Она включена. Я удаляю, и она снова становится отключенной. Таким образом, JavaScript позволил нам действительно сделать наши страницы намного более интерактивными и сразу же интерактивными в зависимости от того, как пользователь взаимодействует со страницей. Когда они начинают вводить что-то, когда они начинают удалять что-то, когда они нажимают кнопки, мы можем заставить страницу реагировать, добавляя контент в DOM. Буквально добавляя части на HTML-страницу, изменяя стилус вещей, изменяя определенные свойства элементов. И вот тут-то действительно начинает проявляться сила JavaScript в том, чтобы не позволять себе делать подобные вещи. До сих пор мы могли создавать события только тогда, когда пользователь что-то делает, например, когда пользователь нажимает на кнопку или нажимает клавишу. Но оказывается, что в JavaScript есть и другие способы, позволяющие функциям выполняться по сути самостоятельно. Мы можем установить так называемые интервалы, когда конкретная функция выполняется, например, каждые некоторое количество миллисекунд. И поэтому, если мы вернемся к предыдущему примеру счетчика. Прямо сейчас для этого примера счетчика я должен быть тем, кто нажимает кнопку подсчета, которая будет увеличивать значение count каждый раз. Но вместо этого я мог бы вставить это в интервал. Так что позволь мне вернуться к счетчику. HTML, чей JavaScript находится внутри счетчика. JIS. А теперь я хотел бы сказать, что я хотел бы, чтобы при загрузке содержимого DOM я установил интервал для count и 1000. Так что же это будет? Установить интервал — это функция, встроенная в JavaScript здесь, где я говорю, что хотел бы создать новый интервал, в котором время от времени выполняйте определенную функцию. А я бы хотел запустить функцию count, где напомним, что функция count будет увеличивать значение count. И я пока избавлюсь от этого предупреждения просто для простоты. Все, что я хочу, чтобы функция подсчета делала, это обновляла значение h новым значением счетчика и запускала эту функцию подсчета каждую миллисекунду. Иначе известную как каждая вторая, продолжайте и запускайте функцию подсчета. Так что теперь, когда я открываю прилавок HTML, он равен нулю. Но теперь каждый второй раз он будет меняться. Каждое вторые обновления одно за другим. Мне не нужно нажимать на кнопку. Конечно, я мог бы это сделать, и обработчик событий все равно работал бы. Но интервал говорит сейчас, каждый второй, продолжайте и запускайте функцию подсчета. И это дает именно этот результат. Так что если вы когда-нибудь видели веб-страницу, на которой отображается текущее время в секундах, это было похоже на таймер обратного отсчета или отображение текущего времени с секундами, он мог бы делать что-то вроде этого. Просто имея какой-то интервал, который каждый второй будет подсчитываться и увеличиваться, чтобы сказать: обновите число на 1 больше, на 1 больше и на 1 больше и на 1 больше, чем это. Конечно, если я закрою страницу и вернусь на нее, если я закрою эти страницы, а затем открою счетчик. Опять HTML, я вернусь к нулю. Похоже, что JavaScript не сохраняет никакого состояния моей страницы. Просто каждый раз, когда мы запускаем страницу, она возвращается к счетчику. JC. Она увидит, что все в порядке, мы определяем переменную, называемую счетчиком. Мы устанавливаем эту переменную равной нулю. Так что каждый раз, когда я загружаю страницу, она будет возвращена к нулю. И это может быть не очень здорово, в зависимости от типа страницы, которую вы пытаетесь создать. Возможно, вам нужна страница, которая каким-то образом может хранить информацию. Чтобы при последующих посещениях мы могли использовать уже сохраненную информацию, какой-то способ запоминания информации для последующего использования. А более поздние версии JavaScript и более современные браузеры теперь позволяют нам делать нечто подобное, называемое локальным хранилищем. А что такое локальное хранилище? Так это то, что мы можем хранить информацию внутри веб-браузера пользователя, которую страница может запросить для сохранения определенных значений внутри веб-браузера. А позже при последующих посещениях этой страницы
мы можем вернуться назад и сказать: давай извлекем те значения, которые ранее хранились внутри локального хранилища. Локальное хранилище предоставит нам доступ к двум ключевым функциям, которые мы будем использовать для управления этим локальным хранилищем. Первое — Local Storage. GTitem, где мы хотели бы получить что-то из локального хранилища на основе его ключа, какое-то имя, которое мы дали этому значению. И у нас также есть доступ к локальному хранилищу. SetItem, который добавляет новое значение в локальное хранилище или заменяет существующее значение в локальном хранилище, устанавливая этот ключ равным определенному значению. Таким образом, мы можем использовать локальное хранилище, чтобы наши веб-страницы, использующие JavaScript, могли хранить информацию и извлекать ее из браузера. А теперь давай попробуем использовать это для того, чтобы решить проблему счетчика, который, кажется, всегда сбрасывается обратно на ноль. Так что теперь в счетчике JIS, вместо того, чтобы отправлять счетчик равным нулю, первое, что я хочу знать, это то, есть ли уже значение для счетчика в локальном хранилище. Чтобы я мог задать такой вопрос, как если бы локальное хранилище. Заведи счетчик, то есть зайди в локальное хранилище, попробуй получить счетчик. И все, что угодно в этом выражении if произойдет, если внутри локального хранилища есть что-то для счетчика. Но оказывается, что если я хочу сделать обратное, сказать нет, я могу просто использовать восклицательный знак, как в C. В JavaScript восклицательный знак просто означает нет. Это значит, что если в локальном хранилище нет чего-то, что называется счетчиком, что же, тогда давай просто установим значение в локальном хранилище. Local Storage. Установим счетчик, и мы установим его равным нулю. Так вот, что это значит. Прежде чем произойдет что-нибудь еще, мы проверяем локальное хранилище, чтобы сказать, есть ли уже значение для счетчика. И если для счетчика еще нет значения, нам нужно убедиться, что внутри локального хранилища для счетчика что-то есть. Поэтому мы собираемся установить значение счетчика равным нулю, например. Итак, что же теперь нужно изменить? Я пойду дальше и избавлюсь от интервала, чтобы это происходило только тогда, когда я нажимаю на него. Но что на самом деле должна делать эта функция подсчета? Первый — позволь мне узнать значение счетчика. Счетчик будет любым локальным хранилищем. Это счетчик GTitem. Я собираюсь достать счетчик из локального хранилища. Я собираюсь увеличить его, счетчик плюс-плюс. Мы пойдем дальше и установим значение внутреннего HTML-кода этого элемента h1 равным этому счетчику. Но последний шаг, я также сделаю локальное хранилище. SetItem. Счетчик равен новому значению счетчика. Так что я здесь сделал, чтобы сказать, что когда я нажимаю на кнопку, запускается функция подсчета. Мы сначала зайдем в локальное хранилище, получим значение счетчика ключей, каким бы ни было значение счетчика, сохраним его внутри этой переменной, называемой счетчик. Мы пойдем дальше и увеличим эту переменную, установив ее равной самой себе +1. Обнови внутренний HTML-код h, как и раньше, просто чтобы обновить то, что мы на самом деле видим на странице. Но затем переходи к локальному хранилищу. Счетчик SetItem устанавливается на счетчик, например. Так что теперь давай продолжим и посмотрим, что произойдет. Если я пойду дальше и открою счетчик HTML, мы увидим 0. Мы считаем 1, 2, 3, 4, 5. Пока все хорошо. Теперь смотри, что произойдет, если я обновлю эту страницу. Я обновлю страницу. И ладно, это кажется немного странным. Это 0. Давай я попробую посчитать и посмотрю, что получится. Я нажимаю считать, и все в порядке, счет изменился на 6. Так что, похоже, он действительно помнил, что я считал до 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Но когда я обновил страницу, он по-прежнему показывал мне 0. Но тогда дай мне досчитать до цифры 6, и теперь я могу продолжать считать 7, 8, 9, 10. Что произойдет, если я обновлю страницу прямо сейчас? Я могу попробовать это сделать. Я обновляю страницу. Я вернулся к нулю, но я считаю, и хорошо. Теперь я на 11. Так что каким-то образом я все еще помню, но в первый раз это все равно дает мне 0 каждый раз. Почему это может быть? Если ты оглянешься назад на счетчик HTML, ты заметишь, что причина находится прямо внутри тела страницы, начальное значение единицы h просто всегда равно нулю. Так что если я хочу это исправить, то мне нужно сказать, что когда содержимое DOM загружено, продолжайте и получите документ. Селектор запросов h1. Продолжайте и обновите внутренний HTML-код, равный любому локальному хранилищу. Счетчик GTitem случайно оказался там. Поэтому каждый раз, когда я открываю страницу, даже до того, как я нажму кнопку, даже до того, как будет запущен прослушиватель событий, я хотел бы сказать, замените этот заголовок, обновите его внутренний HTML-код, чтобы он был результатом извлечения счетчика из локального хранилища, например. Так что теперь, если я обновлю страницу, все будет в 11. Я могу обновлять, нажимать еще несколько раз, доводить его до 18, например, обновлять страницу, и она останется на цифре 18. И независимо от того, какое значение я получу,
оно сохранит это число в локальном хранилище, так что когда я обновляю страницу, этот номер там и останется. И мы действительно можем увидеть ценность внутри локального хранилища, снова зайдя в инспектор Chrome. Я захожу в Chrome. Если я перейду на вкладку приложения и перейду в локальное хранилище здесь слева, я увижу, что у меня есть значение для счетчика ключей, значение которого в данном случае равно 28. И вы можете перейти в локальное хранилище. Ты можешь манипулировать этой ценностью. Ты можешь удалить ее, если хочешь. Но это просто показывает тебе, что теперь мы сохранили это значение внутри моего браузера, так что при последующих посещениях, если эта страница будет загружена снова, мы сможем получить доступ к этому значению изнутри приложения. И вот теперь мы смогли увидеть, как наши страницы могут хранить данные, чтобы просто сделать пользовательский опыт немного лучше. Если мы хотим, чтобы пользователь мог запомнить информацию с момента последнего посещения определенной страницы, иногда мы действительно можем быть весьма полезны. Хорошо, теперь мы увидели много возможностей JavaScript. Мы видели кучу различных способов представления данных. Мы хранили данные в переменных, и эти переменные имели такие типы, как целые числа. Эти переменные иногда были строками, иногда они были HTML-элементами, иногда они были массивами или списками элементов, иногда они даже были функциями. Мы можем установить переменную, равную функции. Но, возможно, одним из самых полезных типов данных внутри JavaScript является объект JavaScript. Поэтому я зайду в консоль JavaScript просто для того, чтобы продемонстрировать это. Что такое объект JavaScript? Это действительно эквивалент словаря Python, некоторая ассоциация ключей со значениями, где вы можете найти что-то по ключу или по свойству и посмотреть, каково его значение. Так что если бы у меня была переменная типа Pearson, я мог бы установить Pearson равным объекту JavaScript, чье первое имя Гарри, а фамилия Поттер. Опять же, используя синтаксис, очень похожий на то, как выглядит синтаксис словаря внутри Python. И теперь, когда у меня есть этот переменный человек, то есть первый Гарри, последний Поттер, я могу получить доступ к определенному свойству этого человека несколькими способами. Я могу сказать что-то вроде Pearson.1street, чтобы сказать: достань мне свойство первого имени этого конкретного объекта, и я вижу, что оно равно Гарри. Я мог бы эквивалентно использовать обозначение в квадратных скобках, как это делает Python, квадратные скобки первого. И это тоже даст мне Гарри. Но это оказывается довольно мощным, чтобы иметь возможность представлять данные таким структурированным способом, как этот, где у меня есть ассоциация ключей, иначе известных как свойства, с определенными значениями. И тогда у меня есть возможность, получив объект JavaScript, получить доступ к определенному значению. И оказывается, что один из способов, которым это наиболее полезно, заключается в обмене данными, перемещении данных из одного сервиса в другой. И поэтому здесь мы собираемся представить то, что известно как API, иначе известные как интерфейсы прикладного программирования, которые в контексте интернета можно рассматривать как некий четко определенный структурированный способ взаимодействия служб в интернете друг с другом. Это если ты хочешь, чтобы твое приложение могло общаться с какой-нибудь другой службой. Может быть, ты хочешь, чтобы твое приложение взаимодействовало с картами Google или могло взаимодействовать с Amazon или какой-нибудь другой метеорологической службой, чтобы узнать погоду на день. Тогда ты мог бы получить доступ к какому-нибудь API, к какому-нибудь механизму, с помощью которого ты можешь взаимодействовать с другой службой, отправляя запрос и получая обратно данные в каком-то очень хорошо структурированном формате. И очень часто этот хорошо структурированный формат представляет собой особый тип данных, известный как JSON, что означает обозначение объектов JavaScript, которое представляет собой способ передачи данных в виде объектов JavaScript, такого рода объектов, у которых есть свойства и значения, связанные с ними. Так как же выглядит объектная нотация JavaScript? Ну, если мы вспомним приложения, которые мы создавали. Эти приложения, которые способны представлять такие вещи, как авиакомпании и движение самолетов между определенными пунктами назначения. Объект JavaScript, представляющий рейс, может выглядеть примерно так. Объект JavaScript, у которого есть свойства для происхождения, это нечто, назначение это нечто, продолжительность это нечто. Вещи, которые мы видели раньше. Но ты можешь себе представить, что если бы мы хотели, чтобы наша авиакомпания могла предоставлять свои данные другим службам, чтобы другие веб-приложения или другие программы могли программно получать доступ к информации о рейсах, мы могли бы передавать данные в этом формате этим другим приложениям, чтобы они могли затем рассматривать это как объект JavaScript и получить доступ к информации об этом. И самое приятное в этом конкретном представлении то, что оно читается как человеком, так и машиной. Что мы, люди, можем посмотреть на это и получить интуитивное понимание того, что все это значит. Но также компьютер знает, как получить доступ к определенным свойствам, которые появляются перед двоеточием, и получить доступ к тем значениям, которые также появляются после двоеточия. Так что объектная нотация JavaScript, иначе известная как JSON, предлагает очень удобное представление. И это не совсем то, что представляет собой синтаксис объектов JavaScript. В объектах JavaScript вам строго не нужны кавычки вокруг клавиш. Вы могли бы просто сказать двоеточие происхождения, а не происхождение и кавычки.
галочки. Таким образом, в обозначении объектов JavaScript используется немного другой синтаксис, но в конечном счете он очень напоминает то, что мы видели в объектах JavaScript. А JavaScript знает, как принимать данные в такой форме и превращать их во что-то вроде объекта JavaScript. Оказывается, есть способы сделать это и в Python. И другие языки программирования обладают способностью интерпретировать данные в формате JSON, чтобы использовать их каким-то осмысленным образом. И еще одно преимущество представления в формате JSON заключается в том, что оно очень способствует представлению структур вещей. Так что эти значения не обязательно должны быть просто строками или числами. Они могут быть списками или массивами, которые имеют последовательность возможных значений. Или они могли бы даже быть другими объектами JavaScript, которые, если бы мы хотели представить не просто название города, а, например, название города и код аэропорта. Как мы видели, что хотели сделать раньше, я мог бы вместо того, чтобы происхождение было равно строке, такой как Нью-Йорк, имя Регин будет равен еще одному объекту JavaScript, который содержит свойства city и свойства code, где город — это название города, а код — название кода аэропорта. И важно то, что до тех пор, пока я и человек, с которым я общаюсь, согласны с этим представлением, согласны с тем, каковы имена этих ключей, и какова структура этой полезной нагрузки JSON, этот объект JSON, тогда человек на принимающей стороне может принять это мальчик. Я хочу собрать данные и написать программу, которая сможет интерпретировать их и использовать эти данные каким-то осмысленным образом. И вот сейчас мы увидим пример использования JavaScript для связи с еще одним онлайн-сервисом, в частности для доступа к информации о курсах обмена валют. Курсы обмена валют постоянно меняются. Мы хотим получить доступ к последним данным о курсах обмена валют. И если есть онлайн-сервис API, который предоставляет доступ к этим данным в форме JSON в таком машиночитаемом формате, как этот, тогда мы можем использовать эти данные для написания акции. Приложение для обмена валют, которое использует данные в режиме реального времени для того, чтобы совершать эти преобразования. Как могут выглядеть эти данные? Ну, данные могут выглядеть примерно так. Мы делаем запрос на доступ к обменным курсам для конвертации из долларов США, иначе известных как доллары США. И мы получаем обратно объект JSON, который выглядит следующим образом с базовым ключом в долларах США. А еще у него есть ключ ставок, в котором есть целая куча ставок. Итак, конвертация в евро и японские иены, британские фунты стерлингов, а также австралийские доллары и все различные курсы обмена валют для всех этих разных валют, например. И это не обязательно должно быть так, как структурированы эти данные, но это удобный способ. И до тех пор, пока человек, предоставляющий мне эти данные, и я оба знаем, что это за структура, мы можем начать писать программы, способные использовать эти данные. А теперь мы рассмотрим наш пример API, который является API обменных курсов. Вот вывод. И если мы перейдем к API, Exchanger это API, вводи последнюю версию и предоставляй параметр get, который равен базовым долларам США, тогда мы получим данные, которые выглядят примерно так. Теперь они выглядят немного грязновато, далеко не так чисто, как мы видели раньше. Но это же точно то же самое, только без пробелов. У нас есть объект JavaScript, у которого есть ключ курсов, который говорит мне: хорошо, вот обменный курс между долларами США и канадскими долларами, фунтом стерлингов, евро и другими существующими валютами. А внизу у нас есть база данных о том, с какой базовой валюты мы конвертируем. Так что все эти данные могут вернуться ко мне, если я просто сделаю HTTP-запрос, я сделаю веб-запрос на этот конкретный URL-адрес. Затем я получу доступ ко всей этой информации о курсе обмена валюты, которую я затем могу использовать внутри своего приложения. Так как же я могу это сделать? Как я могу теперь начать использовать эту информацию внутри приложения? Давай теперь создадим новую страницу. Я собираюсь назвать эту валюту HTML. Внутри валюты HTML я добавлю наш обычный HTML, название валюты, обмен и тело. А внутри тела я пока ничего не буду включать. Что меня действительно волнует, так это JavaScript, который будет делать веб-запрос, чтобы получить доступ к дополнительным данным. До сих пор в JavaScript наш код JavaScript выполнял исключительно код, существующий только на нашем компьютере. Он работает внутри веб-браузера, и все происходит внутри веб-браузера. Мы не общаемся с каким-то внешним сервером. Сейчас мы рассмотрим нечто известное как Ajax, которое касалось асинхронного JavaScript, идея которого заключается в том, что даже после загрузки страницы, используя JavaScript, мы можем делать дополнительные веб-запросы для запроса дополнительной информации либо с наших собственных веб-серверов, либо с некоторых сторонних веб-серверов, если нам нужна дополнительная информация на нашей странице. А чего мы хотим в данном случае, так это чтобы наша страница сделала асинхронный запрос, например, на запрос дополнительных данных о текущих курсах обмена валют. Так как же мне это сделать? Я хочу сделать это после того, как содержимое DAM будет загружено.
Так что мы добавим это как правило туда. И чем мы собираемся воспользоваться, так это функцией, встроенной в более поздней версии JavaScript и поддерживаемой сейчас большинством основных браузеров. И эта функция называется fetch. И что будет делать fetch? Так это делать веб-запрос. Он собирается запросить какой-нибудь веб-сайт. Это может быть наш собственный. Это может быть чей-то еще. И он получит какой-нибудь HTTP-ответ с этой страницы. И я собираюсь его получить. И страница, которую я собираюсь получить, это этот URL-адрес API. Exchanger TSAPI. Последняя базовая ставка в долларах США. И единственная причина, по которой я знаю, как работает этот API, заключается в том, что я прочитал документацию по API, в которой описывается, как работают параметры URL и какова структура данных, которые я получаю обратно. И поэтому я здесь собираюсь сказать: продолжай и бери с этого URL-адреса. Сделай HTTP-запрос с запросом дополнительной информации с этого URL-адреса и получи обратно, какими будут результаты. И то, что fetch возвращает нам, это то, что в JavaScript известно как обещание. А обещание — это способ представления идеи о том, что что-то вернется, но может вернуться не сразу. Мы не будем вдаваться в подробности того, как именно работают эти обещания, но оказывается, что для работы с ними существует особый синтаксис, который заключается в том, что я могу сказать, что после извлечения я могу добавить строку с именем. Тогда это говорит о том, что мне следует делать, когда обещание вернется, как только я получу что-то вроде ответа. И поэтому, когда я получу ответ, я хочу преобразовать ответ в Jan, обработать его как данные Jan, объект JavaScript как нечто, чем я затем могу манипулировать. И поэтому все, что я могу сделать, это просто использовать это как функцию, чтобы сказать: продолжай, верни ответ Jan. И поэтому это говорит о том, что продолжай и получи мне последние обменные курсы. А затем, после того, как это будет сделано, это асинхронный процесс. Это может занять некоторое время. Но как только я получу эти результаты, то запущу эту функцию. Возьми ответ и верни версию ответа в формате Jan, преобразуй этот ответ только в необработанные данные в формате Jan, чтобы я мог использовать эти данные для последующего доступа к курсам обмена валют. И оказывается, что с функциями со стрелками, если у вас когда-нибудь будет очень простая функция, которая все, что она делает, это берет что-то и возвращает что-то другое. Я могу упростить эту функцию еще больше и просто сказать, что могу опустить фигурные скобки. Я могу опустить возврат. Я могу просто сказать ответная стрелка Jan. И это сокращенный способ обозначения функции, которая принимает в качестве входных данных ответ и возвращает в качестве выходного ответа Jan. Так что я говорю: давай, принеси мне последние курсы валют из этого конкретного API, затем преобразуй ответ в данные Jan. А затем, как только у тебя будут данные, вот что я хочу, чтобы ты сделал с этими данными. А пока давай просто продолжим утешать. Зарегистрируй эти данные просто, чтобы распечатать их на терминале. Так что мы пока больше ничего не делаем. Все, что я делаю, это говорю: достань мне обменные курсы, преобразуй данные об обменных курсах в Jan, а затем давай распечатаем эти данные. Так что я открою раздел «Валюта». HTML — это пустая страница, но если я посмотрю в инспектор JavaScript, я увижу, что зарегистрировался объект JavaScript, здесь обозначенный словом «объект». И если я нажму на треугольник слева, я смогу открыть и увидеть хорошо, внутри этого объекта находятся все эти данные об обменных курсах для целой кучи различных обменных курсов для конвертации из доллара США. Где здесь доллар США 1 означает, что 1 доллар США равен 1 доллару США, например. Теперь, когда у меня есть эти данные, давай попробуем использовать их внутри программы. Может быть, предположим, что я хочу конвертировать между долларами США и евро, чтобы выяснить, каков курс конвертации между долларами и евро. Если мы вспомним, как выглядят данные, то данные представляют собой объект JavaScript, где у нас есть ключ, называемый курсами. А внутри курсов находится этот объект. И внутри этого объекта я могу получить доступ к свойству EUR, чтобы узнать, например, обменный курс 1 доллара США равен некоторому количеству евро. Так что это внутри ключа курсов, а затем внутри ключа EUR. И вот как я знаю, к чему получить доступ внутри моих данных. Так что чего я действительно хочу, так это получить доступ к данным. Цены. Там написано: достань мне все возвращенные данные, получи доступ к ключу ставок, а затем получи доступ к ключу евро. И мы продолжим и сохраним это в переменной, называемой ставка. А теперь я просто задокументирую. Тело селектора запросов. InnerHTML равен ставке. Просто возьми эту ставку и помести ее внутрь тела. Так что теперь, если я обновлю валюту HTML, я вижу только это значение,
98 843, что означает, что прямо сейчас $1 США, например, равен примерно 0,91 евро. Так что это полезно. Я мог бы сделать это немного более дружелюбным к человеку, поместив это внутрь строки шаблона. Я мог бы сказать, что $1 США равен, например, евро, а затем оценить его по курсу. И вот теперь, если я обновлю страницу, я увижу, что $1 США равен вот такому количеству евро. И даже это немного раздражает. Мне, наверное, все равно до такого количества знаков после запятой, если только я действительно не в настроении быть очень точным в отношении этих обменных курсов. Если меня волнует только 3 знака после запятой, например, оказывается, что в JavaScript есть функции, которые я могу использовать для таких чисел, как фиксированная точка с двумя, передавая 3 в качестве аргумента, чтобы означать, что я хотел бы взять этот обменный курс и просто округлить его до 3 знаков после запятой для примера. Итак, сейчас я обновляю страницу и вижу, что $1 США равен 0,909 евро. И самое интересное в том, что здесь происходит, это то, что это происходит в результате асинхронного запроса. Я прошу последние курсы валют. И когда я получаю данные об обменных курсах, JavaScript вставляет эту информацию в тело страницы. Сейчас я общаюсь с API, возвращаю данные этого API в форме JSON, а затем использую эти данные для обновления содержимого моей HTML-страницы. Конечно, на практике, если мне действительно нужна веб-страница обмена валюты, я, вероятно, не просто хочу отображать обменный курс между долларами США и евро. Я, вероятно, хочу позволить пользователю выбирать, между какими валютами он хотел бы обменять. И вот как я мог бы это сделать. Теперь внутри тела страницы, вместо того, чтобы просто иметь пустое тело, давай добавим форму. В этой форме будет ввод, идентификатор которого валюта, просто чтобы у меня был способ ссылаться на нее позже. Заполнителем будет просто валюта, а тип текст. И тогда у меня будет ввод, тип которого отправить. И мы присвоим ему значение преобразовать. Это будет то, что написано на кнопке. Там написано конвертировать, и тогда я смогу конвертировать в определенную валюту. А потом мне нужно куда-нибудь поместить свои результаты. Так что я пойду дальше и добавлю div, идентификатор которого результат. И вот сюда, после того, как я произведу всю конвертацию валют, я собираюсь поместить результаты этой конвертации валют. Так что сейчас, вместо того, чтобы сразу же извлекать данные, вот что мне нужно сделать. Мне нужно что-то делать только тогда, когда форма будет отправлена. Так что я могу получить форму, сказав документ. Форма выбора запросов. Unsubmit равен этой функции. И я собираюсь пойти дальше и просто заранее вернуть false в конце функции, чтобы мы на самом деле не пытались отправить форму на другую страницу. Я просто хочу запустить все локально на этой же странице. Но теперь внутри этой формы, как только вы ее отправите, я хочу запустить этот код, который будет извлекать новые данные. Итак, я собираюсь извлечь данные из API обменных курсов, преобразовать эти данные в JSON, как и раньше, а затем продолжить и получить доступ к этим данным. Но теперь я хочу выяснить, что пользователь на самом деле ввел в поле ввода. И это будет та валюта, доступ к которой меня волнует. Поэтому я создам переменную под названием currency, которая будет равна document query selector, и запишу поле ввода. Если я прокручу его вниз, в нем будет идентификатор валюты. Так что если я захочу получить это поле ввода, я скажу: получи элемент, идентификатор которого валюта, и получи его значение. Так что теперь это та валюта, которой пользователь хотел, чтобы я получил доступ. И тогда я могу сказать данные. Это валюта, а не данные. Курсы. И что немаловажно, я не могу делать данные. Курсы. Валюта. Это означало бы буквально попытаться получить доступ к свойству курсов, которое называется валютой. Если я вместо этого использую квадратные скобки. Это позволит мне использовать переменную, что-то вроде переменной валюты, которая определена здесь в строке 13, как валюта, введенная пользователем. Я хотел бы получить доступ к этой конкретной валюте внутри курсов. И вот теперь я могу задать вопрос. Здесь есть две возможности. Либо валюта, введенная пользователем, является действительной валютой, либо это не так. И оказывается, что если вы попытаетесь получить доступ к свойству несуществующего объекта, то получите обратно определенную переменную JavaScript, называемую undefined, что означает, что там нет значения. Так, например, если у меня есть что-то вроде «пусть человек равен первому имени Гарри, а фамилия Поттер», как мы делали раньше, я могу получить доступ к чему-то вроде «человек первый» и получить Гарри. Я могу получить доступ к человеку последний и получить Поттера. Но если я получу доступ к человеку средний, это будет специальная переменная в JavaScript или специальное значение в JavaScript, называемое undefined, что означает, что там нет никакого значения. Немного отличающееся от null, которое также имеет аналогичное значение. Они используются в несколько разных контекстах. Вот что я могу сказать. Если курс не определен,
Что же, тогда давайте продолжим и обновим не тело, а результат, чтобы сказать, что $1 США равен этому курсу. Не обязательно евро, но какой бы ни была валюта. А в остальном давай продолжим документировать. Query Selector Result. Innerhtml равен недопустимой валюте, просто чтобы пользователь знал, что валюта, которую они пытались предоставить, на самом деле не является допустимой валютой. И поэтому нам нужно будет попробовать другую валюту, чтобы результат сработал. Так что теперь вот что мы можем сделать. Если я открою валюту, снова HTML, теперь я вижу форму, в которой я могу ввести валюту. Я могу ввести что-то вроде евро, например. Нажми «Конвертировать», и я увижу, что все в порядке, $1 США равен 0,909 евро. Я набираю что-то вроде фунта стерлингов, нажимаю «Конвертировать», $1 США равен 0,771 фунтов стерлингов. Я набираю японскую иену. $1 США равен 109,852 тысячным японским иенам. И все это происходит там, где каждый раз, когда я отправляю форму, она делает еще один запрос. Так что если обменные курсы изменятся в промежутке между отправкой формы, в следующий раз, когда я отправлю форму, я получу последние обменные курсы в соответствии с этим API обменных курсов, и результаты будут возвращены сюда. И, конечно же, если я ввожу несуществующую валюту, я набираю что-то вроде фу, например, и нажимаю «Конвертировать», недопустимая валюта. Так что он сообщит мне, что не смог найти эту валюту. И поэтому он говорит мне, что мне нужно ввести что-то действительное. И поэтому я могу ввести что-то действительное. Может быть, я попробовал просто сами доллары США. Это говорит мне, что $1 США равен $1 США. Именно такого я и ожидал. Теперь есть пара оптимизаций и улучшений, которые мы можем здесь сделать. Одно из них заключается в том, что я могу искать евро прямо сейчас с помощью EUR. Нажми «Конвертировать». Но если я буду искать евро, например, в нижнем регистре, то окажется, что это недопустимая валюта. И причина этого в том, что если вы посмотрите на данные, которые возвращаются ко мне из API, это данные, которые я получаю из API обменных курсов. Ты заметишь, что все валюты написаны заглавными буквами, и все они написаны заглавными буквами, все заглавные буквы. Что означает, что единственные ключи, к которым мне разрешен доступ, на самом деле те, в которых есть заглавные буквы. Потому что это единственные ключи, которые этот API делает и доступен для меня. Так что если я хочу конвертировать между долларами США и евро в нижнем регистре, что я мог бы сделать? Это первый раз взять валюту, которую ввел пользователь. И первый раз просто вызвать для нее верхний регистр, который представляет собой функцию JavaScript, которая принимает строку и преобразует ее в верхний регистр. Я бы хотел взять все, что ввел пользователь, а теперь просто преобразовать это в верхний регистр. Таким образом, если я вернусь сюда, я смогу ввести евро в нижнем регистре, нажать «Конвертировать», и я все равно смогу получить правильный коэффициент конверсии. Еще одна вещь, в которой мы не заметим заметной разницы, заключается в том, что прямо сейчас я предполагаю, что все это пройдет успешно, что мы успешно сможем сделать веб-запрос. Мы успешно преобразуем ответ обратно в Jan. Но никогда не знаешь наверняка. API может выйти из строя. API может измениться и сделать что-то неожиданное. И поэтому в любое время, когда ты имеешь дело с такого рода обещаниями, когда ты берешь что-то и говоришь «сделай это». Часто бывает хорошей идеей добавить один последний случай, который является ключевым случаем, в котором в основном говорится, что вам делать, если что-то пойдет не так. Так что я могу сказать «поймай ошибку». И все, что я могу просто сделать, это сказать консоль. Зарегистрируй ошибку, а затем зарегистрируй ошибку там. И все, что это действительно говорит, это то, что если что-то из вышеперечисленного пойдет не так при извлечении и попытке обработки ответа, он поймает ошибку. И тогда мы просто распечатаем на консоли, что что-то пошло не так, произошло какое-то сообщение об ошибке. И это может быть полезно, просто чтобы убедиться, что когда что-то выходит из строя, это происходит предсказуемым образом. Чтобы вы могли точно увидеть, в чем заключается ошибка, просто заглянув в консоль JavaScript. И вот теперь у нас есть полностью рабочая веб-страница, которая способна взаимодействовать с внешним API, которая способна запрашивать информацию у другого сервиса в интернете, использовать эти результаты и помещать их обратно на страницу. На самом деле мы просто собираемся показать ту мощь, которую мы получаем, используя преимущества языка JavaScript. Теперь у нас есть возможность не только использовать JavaScript, чтобы запускать код на клиенте там, где мы не могли этого сделать раньше, где прямо перед этим у нас был только код на Python, который выполнялся на веб-сервере. Но с помощью JavaScript действительно мощная вещь теперь — это возможность манипулировать DOM. Возможность использовать JavaScript, чтобы взять страницу и изменить содержимое страницы, обновляя вещи, читая то, что происходит на странице. Будь то внутри определенного элемента или что мальчик случайно ввел текст, и используя это в сочетании с обработчиками событий. Мы можем прослушивать, когда пользователь нажимает на что-то, или когда пользователь прокручивает что-то, или когда пользователь вводит клавишу. Чтобы иметь возможность ответить и, следовательно, сделать наши веб-страницы еще более интерактивными. В следующий раз мы продолжим наше обсуждение JavaScript, рассмотрев, как мы можем использовать возможности JavaScript для дальнейшего создания еще более интересных и привлекательных пользовательских интерфейсов. Так что увидимся в следующий раз.